Подписчики, надеюсь, что сегодня мы обсудим важные, нужные вопросы по нашей истории, ответим также на ваши вопросы, если таковые будут, конечно же. Постараемся, так сказать, провести плодотворный эфир. Так, посмотрим, что у нас тут говорит. Сейчас опыт закрыть. Сейчас постараемся посмотреть, что с нашим телеграм-каналом. Получится ли его подключить. Open, закрыть. Итак, что у нас с телеграммом? Телеграм, походу, у нас очень Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Вот, отжиматься. Сейчас Ибраим вроде тоже подключится. Посмотрим, что можно сделать. Почему у нас VPN не включены. Показывает. Ага. Итак, кажется, получается. Кажется, получается у нас. Кажется, у нас получается. Если получится, будет хорошо. Ага. Вроде бы Telegram тоже подключились. Башлам, ты был в Сим-Сим? Не был от Калмыкии до Баку. Не знаю такого Сим-Сим. Не был я в этом Сим-Симе. Итак, друзья, за прошлую неделю что мы увидели? Так сказать, мы увидели только то, что, к сожалению, наши неандертальцы, наши нарнейцы очередной раз, кроме как лажи, ничего нового сделать не смогли. Благо сейчас появился искусственный интеллект, когда люди не могут уже отвечать, как говорится, по факту. Педалаги пытаются делать, монтировать ролики там и указать, показывать, якобы они такие большие юмористы. Но мы на это внимание, честно сказать, не сильно обращаем. И вас, мои дорогие подписчики, я тоже прошу не сильно акцентировать на этих вещах внимание. Лишний раз мы понимаем и знаем, что когда люди достойно не могут ответить, они переходят лишний раз только на личности, ни больше, ни меньше. Вот, личности, если
на то пошло, делать ролики. Я рекомендую этим же нарнийцам, любителям пикантного массажа, также и других остальных рассказов о первой брачной ночи, сидя в эфире, в штанах и так далее и тому подобное. У них есть прекрасная возможность сделать ролики про своих достойных дипломированных историков и ученых. Что касается остального, мы не сильно за это переживаем. Вначале, как всегда, мне хотелось бы лишний раз, чтобы никто из вас не разочаровывался в этих пустых разговорах. Итак, что же мы за прошлую неделю приобрели? Сейчас я только начал работать, некий наш нарниец сделал, я его буду называть нарнийцем, поскольку он лицо, как всегда, свое не показывает. Показываю вот эту вот книгу, он рассказывает о том, что якобы наши соседи жили в башенных комплексах, и, зачитывая остальные документы, рассказывает, что чеченцы же на самом деле никогда не жили в башнях, что они жили только в саклях, и, рассказывая об этом всякую ересь, пытаются лишний раз рассказать, указать, что он якобы не нашел ни одного подтверждения того, что нету ни одного документа о том, что якобы чеченцы жили в башенных комплексах. Это касается тоже нашей истории, это касается тоже нашего народа. Кстати, всем желающим, если я не ошибаюсь, Ибраим, зайди заодно, проверь, Телеграм у тебя показывает. У меня он работает, я включил. Вроде все работает, прямой эфир идет у меня и в Телеграм-канале. Тот, кто хочет там задать вопросы по Телеграм-каналу, аудио вопросы, может зайти. Итак, да, конечно же, вне всякого сомнения, в этих книгах, «Кавказские горцы» называются книги, здесь описываются моменты, где, честно вам скажу, вот 2 тома, это все трехтомник это. Вот 2 и вот 3. Сейчас покажу вам. Так. Вот 3 том. Вот в этих 2 томах вы же знаете обычно, что делают нарнийцы. Когда они заходят и начинают говорить, они, сами того не подразумевая, открывают нам лишний раз какие-то книги, которые у нас есть, на которые мы, в принципе, внимания не обращали, потому что материала очень много, указывают нам и говорят, что вот здесь есть момент и так далее и тому подобное, где указывается это. Но стоит зачитать дальше эти документы. Я, честно сказать, в этих книгах, я еще эту работу до конца не довел, начал изучать по кавказским горцам. И что мы находим? Юй, Ибраим, все. В одном из томов, да, эти прекрасные тома, опять же, 3 книги, которые мне задонатили, есть вот такая прекрасная карта. Прямо в книгах они бывают, вы знаете, насколько я сильно люблю и ищу вот эти исторические карты. Вот. Такая вот карта. Вот, да? Всем, кому не видно. Это карта земель
населения, состоящееся в военно-народном управлении. 1868 год. Здесь показываются земли на тот период, к кому они относятся, к какой области относятся, за 1868 год. Как бы указываю вам, что в этих книгах они есть. Также в этих книгах я нашел очень много интересного материала, касаемого наших братьев и селения Псидах, которое было основано, как мы знаем, как минимум 400 лет тому назад. Дюйлкюрт, Псидах и Псидахский район. Об этом материале, о том, кому они принадлежали, как принадлежали Беку Черкасскому, как он их продал. Здесь количество населения, здесь по населению у меня очень интересные моменты есть здесь. Конечно же, и вы знаете, здесь Кабардинский округ есть, Общеосетинский округ есть здесь. Дальше у нас идет Ингушевский округ и количество населения. Итого смотрим число домов во всей Так, слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять. Время от времени зависать в доме. Сейчас слышно? Ибрагим, сходи. Скажите мне сейчас, как поменялось, хотя бы чуть-чуть посмотрите в Инстаграме. Да, слышно. Хорошо. В этой книге мы нашли количество по переписи населения. Так, сейчас. Здесь очень хорошо указывается перепись населения. И в основном больше ничего о чеченцах как таковой. Здесь адаты, кабардинские и так далее. Здесь про кавказские все, про горцев пишется. Вторая книга. Это двухтомник, как я сказал, момент, где наш горе-нарнеец пытается по этим книгам сказать мне... Лев Элег, телеграм чурха, микрофон, дай, что это, чувашадык, Ага, вот. Здесь, в этой книге, на этой странице, как раз таки наш горе-блогер, вот в этой книге, пытался сказать, что чеченцы, якобы, что сакли были у чеченцев и так далее. Зачитаем, чтобы было понятно, а сколько было ингушей в середине 19 века. Но и вторая половина 19 века, если их получается
в этом округе живут всего людей 30 тысяч. Во всем Ингушевском округе живет 30 тысяч человек. Туда входят и Уарстхуа, туда входят и остальные, и Эхи, все, кто на тот период проживал там. Поэтому это все вместе взятые. В 1810 году мужского и женского пола их всего 9 тысяч. Ну да ладно, раньше читаем. Только, к сожалению, в этом мире, сейчас, чтобы было понятно, хотя таким образом горские поселения отличаются красотою своих местоположений, грандиозным складом, по этническому разбросанию жилищ, по всем этим но всем этим особенно поражает аул Эрзи положение в кистинском обществе. Так пишет непосредственно в этих, зачитывает как раз тот же Нарниец. И перечисляет он дальше. Слышавший совершенно справедливо самым живописном в целом участке, в нем превосходство сохранилось несколько пирамидальных башен, стройно возвышавшихся одна над другою. Здесь не забывайте, очень внимательно слушайте. В нем превосходит сохранившихся несколько пирамидальных башен. Несколько, не десятки. Стройно возвышающихся одно над другим. Башни эти с основанием квадратом 2-3 и 3 саженей, постепенно сужаясь вверху, они достигают, по-видимому, 10-12 саженей высота и оканчиваются там остроконечной крышей. Выглядывая из руин уцелевшихся каменных построек, башни эти представляют весьма привлекательную группу, увлекающую зрителей в мире фантазий. Вот этот момент зачитывает нам некий наш Нарниец и говорит, что вот видите, мы жили, а вы не жили. В башенных комплексах и так далее и тому подобное. Но опять же, речь идет о горной части. Наш Нарниец утверждает, что в горной части, в любом случае утверждает, что в горной части были только башни у них. Понимаете? И плюс, все горные части, которые есть в Чечне, то есть и Тумкали, Шарой, Чеберлой, Шатой, Галанчож, они говорят, что это ихние ингуши, которые ушли и очеченились. Их башни не в счет. Еще раз, четко, алейкум ассаламу рахматуллахи баракатуху. Еще раз хочу, чтобы было понятно, уважаемые мои друзья. Речь идет непосредственно о горной части. И тут же он переключается, рассказывает о Чечен-ауле, который находится на плоскостной территории. Якобы рассказываю о турлочных домах, которые сделаны из прутьев, обмазаны глиной. Что у них не было окон, он зачитывает этот момент, мы это тоже обязательно разберем. Он не говорит, какие были дома в Ангуште. Он не говорит, какие дома были вокруг не русскими построенной крепости Назрань, а у них вот этих различных аулах, которые жили на низове, где башенные комплексы, которые построены на плоскостной территории. Есть ли у них или нет, он это не обсуждает. Но он обсуждает чеченские селения, которые находились на плоскостной территории. Прошу заметить и отметить у себя, чтобы зрители, которые слушают, понимали. Чеченцы на плоскостной территории на протяжении долгих лет, не считая времен имама Шамиля, еще со времен шейха Мансура, воевали. И царская Россия, когда подгоняла пушки, уничтожала все, каждый раз разрушенные башни вновь и вновь не восстанавливали. Однако этот имбецил не читал сожжение селения Дади-Юрт, где рассказывается о том, что чеченцы заперлись в башенном комплексе и все как один сражались до конца и умирали. Он не читал
уничтожение и противостояние чеченцев в селении Герменчук, когда герменчуковцы, чеченцы в башенном комплексе Герменчуке оборонялись и точно так же, делая зикр в этой башне, умирали. Он это не говорит, это плоскостная территория. И Герменчук плоскостная территория, и Дади-Юрт плоскостная территория. У чеченцев и на плоскостной территории были, вплоть до Ауха. Он говорит, назови хоть одно. Я назвал два как минимум. На плоскостной территории. Раз. Второе. Чеченцы, зная, что сжигают и часто уходят в горы, об этом я обязательно сейчас вам зачитаю материал, насколько они были или не были воинственными, чтобы вам было понятно. Освободилось. Если не одно, то так другое. Валла била. О сунт и амбелош. Надеюсь, что включил. Вроде перезагрузила. Еще время есть. Вроде бы трафик есть у меня. Итак. Зная, что селения сжигались, они снова и снова не восстанавливали каменные дома или же башенные комплексы не строили. Турлочные дома, они, во-первых, были, быстро их можно было восстановить, и меньше экономического ресурса затрачивалось, и, само собой, использовались для этого. Не потому, что чеченцы кочевые племена. Если у вас есть такие проблемы к кочевникам, если вы нас-то называете, по крайней мере, покажите, где в Чечне стоят мавзолеи тем, кто вас держал под ногой. В Чечне нету ни калмыцких, ни ногайских, ни каких-либо тюркских мавзолеев, которым мы поклоняемся Белому и так далее, как он был владыкой на этом месте. У нас нету такого, если уж на то пошло. Вот. Ну, ладно, оставим эти моменты. Мы относимся и к кочевым племенам хорошо, и у нас с этим проблем нету. В любом случае, нас упрекают в том, раз чеченцев не было, были только сакли, а у нас, говорит, мы жили в башнях. Перечисляя из этой книги, он зачитывает, это только одна из книг, он говорит, что, вот видите, здесь говорится, и здесь нету в этой книге, говорит он, ни одного слова о чеченцах, что они жили в башнях. В этой книге нету ни одного слова о чеченцах как таковой. Только потому, что здесь даже не рассказывается о чеченцах. Здесь это те народы, которые добровольно сами пошли в состав Российской империи, и их записывали со слов ваших же, с вашими же проводниками, которых вы проводили в горные части, показывали им свои башенные комплексы, поэтому у вас записаны. А чеченцы в то время воевали. Или вы не знали этого? Или вы не помните, как вы вашими же проводниками, которых вы указывали, Акинские, Терлоевские, Мялхистинские башни, которые относятся к чеченцам, вы указывали царским офицерам, с пушками уничтожали их. Кстати, они заходили через вашу территорию тоже. Вы этого не знаете? Неуважаемый наш нарнеец. Ну да ладно, он зачитывает, еще раз говорю, он говорит, нету никаких... Вот про чеченцев есть описание сакли. А вот что у вас, только чеченцы, они сакли кочевые племена, поскольку они кочевые племена. Частично. А вот остальные, говорит, у нас нету этого. Зачитываем дальше.
Дальше описание даже этих же документов царскими писарями, учеными. Как же они описывают дальше? Давайте посмотрим. Еще раз повторюсь. Здесь есть документ, который четко указывается. Только дальше продолжение. Наш норвегец не дочитал до конца. Я зачитываю до конца, дальше читаю. Только, к сожалению, в этом мире долго в фантастическом мире имеется в виду. Здесь оно написано на дореволюционном языке, поэтому приходится потихоньку читать. Обретаться нельзя написано. Довольно одного взгляда на бледные лица обладателей этих чарующих башен, чтобы убедиться, что жизнь здесь далеко не обставлена хорошими материальными условиями. Окружающая нищета, грязь, оборванные голые дети, несчастные женщины, как нельзя лучше подтверждать эту догадку и обращают наблюдателя на минуту очарованного красотой местности в мире самой жалкой действительности на самые невеселые размышления. Вот как описывает дальше, описывает тот же ученый. Ну ладно, и читаем дальше. Что же написано дальше? Своеобразным и диким характером отличается еще необитаемый аул Кауси, находящийся в Окинском обществе. Окинском обществе. И тут, само собой, мы знаем, что окинцы относят к чеченцам. Я вам зачитаю, почему. В Галанчожском ущелье этот аул – каменные здания, которые еще хорошо сохранились, построены на небольшом выступе скалы, круто обрывающегося саженей на 40 к реке и имеет вид крепости, прилепленной к другой скале, отвесною, поднимающейся вверх, тропинка к нему вьется по ступенькам каменным, выбитым в камне. Здесь описывается, что говорит, что чеченцы не живут, но здесь же указывает этот же автор этих документов, говорит, что целые крепости и дома находятся в окинском обществе, которые относятся к чеченцам. Я поясню, почему относятся даже к чеченцам. Есть сноска здесь, кстати, называется эта страница, эта глава «Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского округа». Вот. Автор, сборник сведений это, братан. Это сборник сведений. Здесь, это, видать, несколько. Сборник сведений о кавказских горцах, изданный с тогда, его императорского величества, главнокомандующего Кавказской армией, Кавказом горским управлением, выпуск 3, Тифлис, 1870 год. Здесь же сноской я отметил, розовым написано вот здесь. Почему я говорю, что окинцы являются чеченцами? Зачитаем. В 1866 году по распоряжению начальства окинцы и мерджинцы отделены от Ингушевского и подчинены управлению Аргунского округа вследствие, и тут дробь внимания, одноплеменности с населением. Так, освободил. Светцатуалка.
Уже Гушхадацу. Так, шестое. Распоряжению начальства. Акинцы-мерджинцы отделены от ингушского подчинения управлению Аргунского округа вследствие одноплеменности с населением последующего, так и потому, что по месту своего жительства они ближе находятся к центру управления его. То есть в 1868 году по одноплеменности, то есть по своему высказыванию, Мержуа и Акки, вот здесь, на этой же книге, указывается, что они попросили их перевести на родину к своему народу, к чеченцам, Нохчи. И здесь же перечисляется, что у них есть каменные башенные комплексы и так далее и тому подобное. Понимаете? Дальше смотрим. Так, здесь еще. Но здесь описывается то, что есть. Вот. Снизу и дальше там описание Ингушского округа пишется. Снизу, вверху, по бокам, около одинокой сакли. Только что наш Д'Артаньян писал, что вообще саклей среди их народа нет. Но здесь четко указывается. Каждый из более зажиточных горцев, кроме помещения, необходимого для семейства, имеет еще и кунацкое помещение для приезжающих гостей. Убранство жилых, убранство жилых сакель и кунацких далеко не затейливо. В-первых, встречаются вокруг стены полки, во-вторых, уложенные тюфяки, подушки, разные тряпки, чуть около помещения, карнизы каких-нибудь хлебным зерном или мукою и так далее и тому подобное. То есть в этой книге я очень много искал здесь. Кстати, то самое описание чеченцев, якобы ингушей, который кто же все-таки написал об этих башнях, кто в башнях живет, смотрим. Гробовский, 1868. Тот самый Гробовский, который так сильно описывали. Да, кстати, в этой книге есть очень интересные моменты, в этих же кавказских источниках, книгах. Описывается о том, что земли чеченцев находятся от кумыкской низменности вплоть до военно-осетинского округа. В этих же книгах относят и назрановцев, и остальных относят к чеченцам. Книга называется «Кавказские горцы». Трехтомник. 3 тома купи, найдешь все это там. Потом смотрим. Вот это 3-я книга. Здесь, в этой книге, я начал читать. И из всех 3 томов наиболее большое описание здесь есть про Назрановское общество, здесь есть про Малую Кабарду. То есть здесь Кумыкский округ, эта глава называется, сейчас я вам скажу, как называется глава. Глава у нас называется Сободилош. По Терской области. По земельным наделам и как комиссия раздавала земли вообще в Терской области. И здесь есть
очень интересные моменты, коротко сейчас не зачитываю, я вам расскажу. Рассказывается о том, как и кому принадлежали эти земли, как они раздавались, как покупали у беков черкасских эти земли. Изначально в первом томе указывается, как кумыки и кабардинцы захватили земли, хотя они на него не имели никаких ни документов, ни доказательств. Просто сами описываются в этих сведениях, что Россия, поскольку они были лояльные, зафиксировали за ними эти земли. Ни больше, ни меньше. Рассказывается, откуда в Малой Кабарде было до 2600 кумыков. И здесь они говорят о том, что их нужно было перевести, отправить обратно в Кумыкскую область, низменность, в эту область, что было бы немножко проблематично. Там рассказывается в этой книге очень интересные моменты. Здесь есть, я вам обязательно и зачитаю это, и вырежу, и опубликую. Здесь четко рассказывается о том, как освобождались земли. Этот момент мне очень сильно понравился. Здесь черно по белому написано, что горская летопись, а называется эта глава, сейчас я вам скажу. Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа. Запомните его. Здесь, тут описывается четко, кому какие земли, как осетины, кому переселение осетинов, как казаки, как покупались у беков черкасских эти земли. Они назывались талсултановскими землями, кстати, не бека черкасского, а талсултановскими землями. Здесь рассказывается точно так же. Очень интересный момент заключался в том, что общее количество земель, допустим, натеричного наибства простирается до 122 400 десятин, а это на тот период огромное количество десятин, из которых, вот что я взял послушайте, из которых около 20 тысяч десятин были розданы 8 участками. То есть из 122 400 десятин были розданы 8 участками туземным князькам. Так и написано. Туземным князьям. То есть царская Россия, чеченские земли, здесь вот в этой же книге указано, кому их она отдала. После завоевания. Четко указывается фамилия Алхасовым, Эльдаровым, Таймазовым, Турловым, Бековичем Черкасским и другим. А остальные земли находились в пользовании аульных обществ. Было 122 тысячи, из них 20 тысяч были отданы 8 князьям, туземным князьям, и сделала это царская Россия. Не потому, что эти земли их были, не потому, что они их завоевали. Нет, нисколько. Тут четко указывается, что эти земли были завоеваны, и когда уже после окончания Кавказской войны были направлены непосредственно, розданы этим князьям Алхастовым, Эльдаровым, Таймазовым, Турловым. Таймазовы, если я не ошибаюсь, кажется, это осетины, если не ошибаюсь. Турловы, Бековичи, Черкасские, не знаю, может быть, это кабардинцы, Алхастов. Вот написано здесь об этом. Все это происходило в 1863 году. Здесь точно так же рассказывается о том, что 5000 семей, которые ушли, чеченских семей указывается. Не написано 1500 семей карабулакских. Нет, господа хорошие. Написывается, что 5000 чеченских семей были отправлены в Турцию. Здесь очень интересные моменты в этих документах. Эти освобожденные земли, кому они были розданы, кого туда поселили, кому раздали, в том числе и Назрановскому обществу розданы земли. И здесь Карабулаков четко указывает, как чеченцев.
Хотя в этой же книге указывается, что ингуши тоже это чеченское общество. А иначе никак не может быть. Почему? Потому что говорится, что чеченцы с восточной, с юго-восточной стороны граничили с кумыкской низменностью, а это мы знаем междуречье Терека и Сулака, из этой области, вплоть до осетинских земель. Нету вообще, не упоминается ингуши. Все эти земли принадлежали чеченскому народу, написано. А это, я хочу, чтобы было понятно, это уже 1868-63 года. Здесь же точно так же, я еще до конца не успел просто-напросто, у меня выездной день был, к этому мы сейчас еще вернемся. Я сперва должен был встретился с нашими братьями из Ауха, приехали ауховские наши братья, вот, вчера. Сегодня я встретился с нашими урус-мартановскими волками, братьями из Урус-Мартана, которые тоже по истории, как говорится, мы обсуждали этнографию, географию, историю. Было очень позитивно, я понял, что очень многие молодые ребята переживают, болеют за это дело, пытаются всяким образом посодействовать, помочь, поэтому я до конца как бы не успел. Здесь же указывается, опять же, многие моменты. Самые важные, я хочу сейчас небольшой кусок, я вам зачитаю обязательно, конечно же, чтобы было понятно для нашего нарнийца, который сидел, бедолага, искал. Я еще раз говорю, этому Д'Артаньяну нарнийскому, который показывал эту книгу и говорил, что мы только жили в башнях, а вот докажи башлам, покажи хоть одно место, где указывается, что вы в башнях, этому Д'Артаньяну я еще ребрышки пересчитаю, имеется в виду в интеллектуальном плане. Потому что из тех книг, которые он показал, у меня только одна книга есть. Опять же, у него одна, а у меня 3 версии. И там идет очень оскорбительно, что они жили грязно, бедно, унизительно. Там прямо перечисляются эти все моменты. То есть сверху про башню и красивое фантастическое место в горной части он указывает, зачитывает то, что ему нужно. А про чеченцев он рассказывает быт и жилье чеченцев, рассказывает, которые жили на плоскостной территории, рассказывает про Чечен-Аул. Чтобы было понятно нашим нарнийским имбецилам, хочу довести до вас. Башенные комплексы в горах строятся по назначению. Они нужны там специально. И материал, используемый для башенных комплексов, то есть камень, не ваш булыжник, а камень реально, который в Чечне, из которых в Чечне построены башенные комплексы, ровные, как кирпичики. Эти каменные блоки есть в горной части Чечни. Поскольку ты, нарниец наш имбецильский, не был никогда в Чечен-Ауле, не в том, который был даже старый Чечен-Аул, а новый, не в Атагах, которые даже являются от Шатоя буквально недалеко, для людей было проблемно с горной части брать камни, чтобы построить башню, чтобы их таскать, не было абсолютно никакой экономической, финансовой, да и физической силы имеется в виду. Чтобы построить 5-этажную башню, возить камни с Шато, это было неправильно, то есть нецелесообразно. Из аргунского камня, из Хулхулау камня или остальные реки, которые есть Сунжинского камня, эти камни не приспособлены, строить их таким же образом, башенный комплекс 5-этажный, невозможно. Да и смысла нету его строить. Это равнина. Здесь используется материал тот, который есть изначально. Чтобы было понятно, кто что говорил. Опять же, Чечня и Чеченский округ, сейчас я об этом зачитаю, я неспроста говорю. Там же, в том же моменте есть сноска. В этой сноске сказано, что мерджинцы и акинцы из-за одноплеменности попросили и добавились к Аргунскому округу. Там же указывается, что и у Акки, грубо говоря, что и у Мерджуа, что и у Мелхи, что и у Ченти, что и у Шикруай, Хуландуай, Сандхуай, Хаккуай, Пантуай, Сеттуай, Варандуай. Дальше Харачуай. У всех есть башни. На тот период башенные комплексы, которые были. Которые у вас, я не знаю, я очень ищу сейчас книгу Марковина. Я надеюсь, что я Марковина и Виноградова, я найду эту книгу.
И тогда мы уже полностью по полочкам разложим. У меня есть книга еще Чахкиева Джабраила Юрьевича. Я посмотрю, старая версия, не новая. Далгеш Туаксон, в этой книге мы еще материал найдем. Для этого я собираю вот поддержку, которую вы делаете, чтобы вот эти старые книги купить, положить, чтобы эти люди не врали. Они достали уже весь Кавказ и весь мир своим враньем. По-другому это назвать никак нельзя. Сравнивать себя, которые лишний раз даже патрон не кинули, сравнивать с чеченцами, которые воевали днем и ночью. То с завоевателями, то с внутренними соседями, которые там набегами нападали. Поэтому, если и даже была в Чечен-Ауле башня, как ты говоришь, Сакли, во-первых, сколько населения среди вас, соседи? На тот период, плюс-минус, к 1801 году 9 тысяч мужского и женского пола. Разделим напополам. Пускай женщин уберем, стариков уберем. Это, по крайней мере, 4 тысячи, плюс-минус 4 тысячи. Пускай будет мужского населения. Ладно, и 4 тысячи разобьем пополам. 2000 башней покажите мне у вас в своем регионе. Где эти 2000 башен? Если вы говорите, что у вас все имели башни, жили в башнях, так где они жили в башнях? Там четко описывается, сколько человек помещались в эти башни и проживало. Даже пускай даже в одну башню поместится, оставим плюс-минус, пускай поместится 50 человек. Чтобы разместить 9000 человек, сколько башен нужно? Разделите просто математически. 9000 по 50 человек. Разделите. 9000 на 50 разделите. Если в башне будет жить 50 человек. В этих башнях 50 человек жить не смогут. Однозначно не смогут. Если там будут проживать 10-15, это еще хорошо. Это я там, грубо говоря, накину. Нету столько башен у вас. И здесь он говорит о 3-4 башнях, несколько единицах, говорит он. Где, который говорит об... Я не говорю, что у вас башен не было. Этого нет. Конечно, были. Точно так же, как и у остального ногчи народа. Так же, как и у осетинов. Точно так же, как у кабардинцев, балкарцев и карачаевцев. Там, они по-своему, у них свои там были. Или же там, допустим, в Дагестане у лезгинов. Вот и все. Упрекать и говорить, что чеченцы якобы кочевники, потому что они не жили в башенных комплексах. Ну, в основе своей, насколько я знаю, все чеченские тейпы это с горной части. Все. В Нашхе огромное количество башен. Никаких сакаль в Нашхе нет. Там каменные, двухэтажные, жилые башенные комплексы. Я тебе не говорю про Галанчож. Я про это молчу. Остальной Галанчож. В Нашхе возьмем прародина всех нахчмахоевцев. Биноевские башни там есть. Гуноевские, Гендергеноевские, Цинтароевские и так далее. Многие башенные комплексы сохранены, не считая самих нашхоевских башенных комплексов. Чеберлоевские башни вплоть до самой восточной границы, той, которой на сегодняшний день Харкарой, Макажой, Садой, все эти башенные комплексы остались, стены 4-5-этажных зданий остались. Я молчу про Эккит, Иру, Мелхи и Орства, я вообще молчу, которые являются частью ногчи народа. И которые не были, вот на небольшой кусочек, отрезок времени, вошли в состав акинцы и мерджинцы, но они потом сказали: ассаламу алейкум, мы к своему народу. Там четко указывается, еще раз я говорю, я обязательно этот момент вырежу и зачитаю вам, и зафиксирую это. Там есть момент, где указывается сейчас я просто-напросто боюсь, что время может пройти. Здесь четко указано, это во время описания Малой Кабарды, кажется, было, если я не ошибаюсь, переселение. Так, сейчас я постараюсь быстро посмотреть. Если у вас есть вопросы задавайте. Никаких проблем нету. Или видеозапрос можете прислать, или в Телеграме. Так, здесь было где-то сейчас
О переселении чеченцев в Турцию описывались документы, я их сегодня читал, чтобы не было это. Здесь же говорится, что 5000 семей переселились в Турцию, и благодаря этим землям, это кажется, когда Назрановская, кажется, здесь говорилось о том, что назрановцам не хватало земли, им отдали Псидах, Кискем, Сагапши, Ахбарзой, в числе 580 дворов. Это земли Бека Черкасского. Эти земли отдали Назрановскому обществу, потому что им не хватало. Таким образом, в расчете поземельного надела населению Назрановского общества необходимо было произвести всего по числу 4295 дворов. Так как в районе Назрановского участка, как оказалось, по особым данным, не имеется таких земель, которые принадлежали бы кому-либо на правах частной собственности. То есть они говорят, что эти земли не принадлежали ингушам, и частной собственности этих земель не было. И они выделяют уже оттуда вот земельные наделы, непосредственно царская Россия выделяет. Здесь сейчас я за переселение этих 330. Сейчас слышно? Так. Так. Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас слышно? Хорошо. Инстаграм чавочан. Хезит есть, хазгач ворса. Да, сейчас. Сейчас я убрал, у нас микрофон, к сожалению, сел. Зарядки есть еще. Так, стоп. Слышно? Четко. Все. Итак, друзья, следующему эфиру уже подзарядкой. Итак, друзья, здесь указывается о том, что, как мы говорили, как я вам сказал, были выделены на каждый двор 18 десятин земли. То есть это по указу российского императора уже на тот период. Но, к сожалению, проблема эта не решена. Я уже молчу о том, что до сих пор творится. Здесь сейчас я постараюсь вам зачитать этот момент. Это очень важно. Это Назрановское общество. Я же его зачитывал. Где же я его? Отметить Мадинаси. Сатаум еши. Вот видите, вот здесь тоже про ауховцев. Представить соображение об обеспечении в поземельном отношении 299 семейств чеченцев-ауховцев
четко описано чеченцев-ауховцев. Тем норнийцам, которые сидят и рассказывают и говорят, что якобы ауховцы, они не чеченцы, а они там ингуши, в 1868 году так не писали. Написали чеченцы-ауховцы. Ауховцам, дальше тавлинцам идет перечисление. Переселиться в Кумыкский округ после 1859 года и устраиваемых от надела земли и так далее, и так далее, и так далее. Кумыкский округ, так ровно, это распределение земель. Да, так, это мы тоже прочитаем. Про аух, это важно. Ауховцы тоже указали здесь. Это Кумыкский округ. Это про Кумыкский. Сейчас мы. Е-мое, я же его зачитывал. Здесь четко указано было об этом. Устройство. Устройство поземельного быта в горских другое положение. Так. Поэтому мне приходится маркером, когда красный цвет его красишь, сразу понятно бывает, где я же это все прочитал и где все это было. Про Малую Кабарду. Население, вот здесь смотрите, интересный момент. Население Малокабардинского участка, состоявшееся из кабардинцев, кумыков, осетин, чеченцев, ингушей, карабулак и галгаевцев, проживало, собственно, на малокабардинских землях, известных под названием Таусултановские земли, лежащие между Эльхотовским аулом и Осетинского округа у рекения Курпом и Териком, и на землях, приобретенных в 1866 году покупкою из казны у князей Бековичей Черкасских. Вот как здесь описано это. Все выдел. Ну, здесь как купили, чем занимались. Скажу, да, тебя отсунешь. Ладно. Этот момент оставим. А теперь давайте я вам зачитаю, что же в этой книге, в котором описывается. Кстати, вот об округах, где написано, ничего подобного. Здесь есть Чеченский округ. Я сейчас дошел до Чеченского округа. Есть Натеричное наибство. Есть Малая Кабарда. Есть Назрановское общество. Есть Осетинское округ там. И так далее. Дальше за Чеченским округом идет дальше, смотрим. За Чеченским округом идет Нагорный, Ичкеринский, Аргунский округа горского участка. Дальше идет и горский участок Ингушевского округа. Ни в одном из этих мест не описывается то, что написано сейчас про Чеченский округ. Об этом, к сожалению, наш норниец забыл прочитать. Чеченский округ, зачитываем. Чеченский округ, служивший в течение нескольких десятилетий главным театром ожесточенной войны с кавказскими горцами, представляет как на каждом шагу памятники событий, увековечивших славою войска Кавказской армии и многих из кавказских героев. Кому из русских не знакомо название чеченец, и кто не слышал бесчисленных рассказов о дикой свободе этих обитателей Кавказа и их кровавых подвигах, варварских поступках с пленниками
и в их закоренелой независимости, их закоренелой ненависти к геурам, неверным. Дорогою ценою, вот здесь даже, дорогою ценою уступили чеченцам, русским, свою свободу. Но так, и так далее и тому подобное. Это великолепные слова относятся только к Чеченскому округу. Описание любого остальных округов ни в одном округе больше так не описано. Чтобы было понятно, я вам сейчас чеченский, там дальше есть интересные моменты, все зачитывать я не буду. Допустим, Нагорный, Ичкеринский, Аргунский округа и Горский, Ингушевский зачитываем. Округа эти и участок занимали Нагорную полосу в восточной части Терской области, между реками Териком и Сулаком, ограниченную с юга главным Андийским хребтом. В районе Нагорного Ичкеринских округов входит северо-восточная и тому подобное. Не суть. Главным промыслом населяющих этих округов составляет скотоводство. Горский участок Ингушского округа состоит из двух больших горных котловин. Галгай и Джайрах. Горский Ингушевский округ. Вот который. Галгай и Джайрах замкнуты с юга высокими отрогами главного хребта, а с севера скалистыми хребтами Цоройлам и Галхойлам. Характеристика местности этого участка служат горные трущобы, в которых гнездится население, обнаженные скалы и скудная почва земель по боковым скатам ущелий. Население горского участка имеет достаточно количество земель не для пахоты и так далее и тому подобное. Описание и остальных районов, и других, кроме чеченского участка, они просто, чем они занимались, какое у них тяжелое положение и все. Больше ничего нету в этих документах. А именно вступление, я дальше еще не прочитал про чеченского округа, вступление, обсуждение, что каждый камень, каждый памятник, сколько там пролили крови за свободу и так далее и тому подобное, описывание только чеченского округа. Благодаря нашему норнийцу, здесь эти документы Барятинского и остальных документы, которые мы встречаем. Обязательно я вам этот момент вырежу и как говорится, зачитаю. Нужно будет мне посидеть, отметить их своими фломастерами. Отметить надо. И еще у нас есть башни в горах Гольдштейна. Здесь есть очень много интересных моментов. Посмотрим, зачитаем. Жили, не жили, где жили, как жили и кто жил. Посмотрим, что тут описывается, как говорится, и так далее и тому подобное. Итак, друзья, что хотел я этим рассказать вам. Конечно, норнийцы будут говорить, норнийцы будут рассказывать вам байки, сказки о том, что у нас не было башен, что жили в саклях и так далее и тому подобное. Люди, которые на протяжении десяток лет воевали, логически сами подумайте, воевали, сжигали. Я вам рассказывал, что селение, допустим, Валерик сжигалось несколько раз. Гихис сжигалось то ли 5, то ли 6 или 7 раз, если я не ошибаюсь. Герменчук сжигался 10 раз. Некоторые села восстанавливались, люди после того, как их уничтожали. Все эти селения сжигались столько раз, и люди, несмотря на это, на сегодняшний, даже на тот период, конечно же, люди, когда уже война прекратилась,
начали заниматься, начали обогащаться, когда реконкиста закончилась реконкиста, начали показывать свои прекрасные экономические результаты и начали строить. Что можно сказать или что хочу вам еще раз подтвердить лишний раз? Друзья, ну подумайте сами, давайте зададимся вопросом. Элементарный пример. Чеченская республика, вы знаете, была уничтожена, столица Чеченской республики была уничтожена на 95%. Две войны, начиная плюс-минус 93-94 годов, брожение закончилось 2009 годом, 16 апреля, если не ошибаюсь. Посчитайте без малого, сколько лет прошло. Я не говорю даже о гражданской войне, об остальном я говорю. Несмотря на это, за все это время не было войны. Не было ни в Ингушетии, не было ее, ни в Дагестане ее не было, ни в других местах не было. Так ведь? Так. У меня возникает вопрос. Скажите мне, в то время, когда началась Первая Чеченская война, еще Магаз столицы не было, его даже не построили. Еще не было его вообще. У меня возникает вопрос, друзья. Сейчас я зачитаю вопрос от нашего брата Шепа Адикаева. Несмотря на то, что было столько войн, про Кавказскую, депортацию, все остальное. Ладно, остальной момент, Советский Союз, во времена Советского Союза я еще могу понять. Там мы ЧССР были вместе, строили, они могут сказать. Но в эту войну, вот после этих двух современных войн, да, которые были, начиная с 94-го, заканчивая 2009 годом, фактически, прошло десятки лет. Чечня была в руинах, Грозный был уничтожен, если я не ошибаюсь, я здесь жил, никуда не уезжал. Я помню, что по проспекту Победы в то время, ныне проспект Путина, находилось 1-2 магазина столичных, ни одного дома целого не было, вообще. То есть люди не жили, крыши, все до первого этажа было, как говорится, полностью подорвано. Фактически никаких домов. Это был единственный проспект Победы, это был единственный, который сохранился более или менее. Микрорайоны, все дома были сожжены, уничтожены фактически почти все. Но на 90, плюс-минус 95% вся инфраструктура, все было уничтожено. А в то время Махачкала, Магаз, все были. За какое-то короткое время чеченцы, вы можете говорить, являются или не являются они строителями башен и так далее и тому подобное. За короткий срок чеченский народ своими руками и поддержки федерального центра, поскольку они непосредственно фактически во время войны бомбежки были уничтожены, они выделяя федерального центра определенную сумму финансирования, как и остальным регионам, которые тоже могли за такие же деньги, грубо говоря, которым выделяется за это время, пока в Чечне ничего не выделялось и шла война, они могли построить огромные небоскребы, построить огромные дома. Никаких проблем у них не было. Они могли это сделать. Но несмотря на это, чеченцы, поскольку они являются потомками тех чеченцев, которые умеют строить сегодня, устроили экономический, так сказать, да, строительный бум. И вы посмотрите в Чеченской Республике небоскребы, которых никогда не было. Открываются целые районы, миллионы квадратных метров строят чеченцы. Они строят высокие многоэтажные дома, они договариваются с турками, американцами, японцами, с кем угодно. Но они строят. Они строят небоскребы, они строят все, что нужно для блага своего народа и своей столицы. Сегодня нету фактически ни одного чеченского села, которые бы остались бы следы от пройденных войн. Как таковое фактически по всей республике, фактически почти на 90, за 400 сел муниципалитетов. Было так, по крайней мере, когда я работал. Я не знаю, сейчас может больше, может меньше. Нету проблемы с инфраструктурой, имеется в виду с водой, как таковой, перебои, чтобы люди плакали, говорили, у нас нет воды, помогите там. У нас только появляется ветер. Небольшие проблемы есть электрификации, и то их устраняют. Строятся
дома, бывшие большие села, такие как Шали, Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, Наур, они стали городами уже, городами. Вот я буквально сегодня поехал в Урус-Мартан, ты заезжаешь, с одной стороны пятиэтажки там строятся, уже реально становятся городом, как и в Европе. В Ачхой-Мартане то же самое. В Шали то же самое, построена самая красивая мечеть белая, Шали-Сити и так далее. Так скажите, кто сегодня, который себе ни черта до сих пор не построил как таковой, если по сути, сидит какая-то крикливая, плачущая нарнийское оно и рассказывает: мы строители, мы строили башни, вы кочевое племя, которое... вокруг живут кочевые племена. Вот в соседнем Дагестане живут кочевые, бывшие кочевые племена. За ними целые районы. Покажи, где эти кочевые племена сделали то же самое, что и сделали чеченцы. Назови одно кочевое племя. Ладно, они кочевые, а что вы сделали за это время? Я не хочу сейчас проводить сравнительный анализ, но я боюсь, что будет сплошное огорчение с вашей стороны. Башни чеченцы строили, чтобы воевать, когда они были полезны. То есть с 5 века, 6, 7, 8, 9, 16-17 век чеченцы перестали строить башни. А вы, по вашим же высказываниям вашего действующего кандидата исторических наук и работника Российской Академии Наук, ТЧ, да? По вашим высказываниям вашей ТЧ, вы начали строить, как она высказывается. И, кстати, вашего реставратора, как его, Руслан Султыгов или Рамзан Султыгов, и он тоже самое сказал, что 16, если я не ошибаюсь, 16-17 века, когда вы начали строить башенные комплексы. Чеченцы в это время уже их перестали строить. Далату Бойла. Ладно, чеченцы, я могу назвать у чеченцев, какие были войны. Современные, прошлые, начиная с шейха Мансура. Начиная уничтожение Ауха. Аух уничтожался очень сильно, еще во времена Тамерлана даже. Мы предполагаем, что у нас они могут быть уничтожены. Они могут быть уничтожены из-за войн, из-за трагедий. Время уже прошло сколько после этого. А вы-то какие войны вели? Сегодня вы говорите, мы, строители башен, и все, у кого есть башни в Чечне, это якобы бывшие ингуши, которые стали чеченцами. Никогда в своей жизни ни Эхкы, ни Мелхи, ни Тирвай никогда в жизни не скажут, что они бывшие или что у них есть какое-то. Просто это невозможно физически. Это ложь. И Тирвай, и Уастхвай, и Эхкы, и Мелхи — это кровь от крови чеченского народа. Ладно, они-то с вами по границе, вы можете сказать, у вас переняли, ладно, вы же умеете эти байки рассказывать. А откуда вы это делали, шароевцы, щекароевцы, которые с вами не граничат вообще? Откуда вы это делали, чеберлоевцы? Причем чеберлоевские башни намного древнее, чем ваши. И разные. И с вами не граничат вообще. И не от вас они. Уж кто чеберлойцы точно. Почему у них на башнях есть свастики? Почему у них есть намного больше петроглифы? Почему до сих пор, я вам говорю, не реставрированные, до сих пор сохранившиеся башни есть там. 13 века, 14 века. Почему до сих пор есть? Почему ваша ТЧ не покажет хоть одну башню 12-13 века на вашем, как вы говорите, на ваших землях? Не я начал этот разговор. Я лишь только сказал, что Чахкиев Джабраил Юрьевич и Виноградов и Марковин, все они говорили, что 3 региона являются богатыми башенными комплексами или музеями под открытыми небом. Это Нохчичуя Чечня, это Ингушетия, это Осетия. Это ученые, достойные ученые советского периода это сказали. Я лишь это говорил. Я никогда не говорил, что у вас нету башен, что у вас новоделы и так далее и тому подобное. Этого материала вы можете зайти и найти его сколько угодно. Понимаете?
Так что здесь в этой теме несколько сторон. Так, Соболев. Далато Бойла. Так. О, сегодня даже нас поддержали. Так, сейчас зачитаем вопросы нашего брата, который я сказал, что обязательно отвечу. Щепа Дикаев пишет. Сейчас так. Итак, сегодня у нас появился первый донат. Дал Эхто Бойл, Аллах задонатил просто Турпал. Турпал задонатил, Турпал ДРСХил, дал Сейдуэль, дал Духуахуэль, Боудиснек, Эзешка Саудолетил. Вот один человек сегодня поддержал наш канал. И нет, не один. И наш брат Адам задонатил. Адам и Турпал, два человека, которые задонатили и поддержали наш канал. Сегодня Шундересхил, дал Духуахуэль, Боудиснек, Эзешка Саудолетил. Турпал два раза задонатил. Прошу прощения. Так, я думаю, что да, 100 и 100, два раза задонатил. Вот. Так, два человека с Ютуба задонатили и один человек с Инстаграма. Да, Саадол Будиснек, Эзешка Саудолетил. Все меньше и меньше у нас людей, которые поддерживают наш проект. Но ничего, будем держаться, как говорится. Башни нужны только тем, кто воин и защищает свой народ от завоевания. Зачем ингушам, которые смиренно поклонили свои головы перед русскими холопами, стали холопами холопов? И П написал. Ну, не знаю, но он, по крайней мере, так пишет. Я ему не направлял никакого сообщения. Башлам, расскажешь историю про Губаша и Шамиля? Про Губаша и Шамиля я много раз рассказывал, поэтому не проблема, но я уже рассказывал. Самый лучший человек, многоуважаемый Башлам, пишет Казбеков. Казбеков. Огромная благодарность. Аллах дал эту бойл масумант яхулил дерес хейл. Дальше. Они скажут, типа нас не выделяли столько же столько же ноги, как вам, Коир. Ну, ислам. Окей. Чеченцам начали выделять, да, после мирного, там, с 2009-го, 8-9 год, да? Вопрос. Пока шли эти все войны, Ингушетия была, ну, окей, не будем называть регионы, эти регионы были в составе России. Они получали деньги, они получали дотации, они получали на свои проекты деньги. У них были меценаты, у них были миллиардеры. Кто им мешал это делать? Вот и все. Кто им мешал это делать? Вам выделяли или нам выделяли. Суть не в том, что сколько, даже если бы выделили столько бы, ничего не изменилось. Там при Евкурове начался этот строительный бум. Если честно сказать. Ну, по крайней мере, сами ингуши мне так рассказывают. При нем это все началось расти как грибы. А до этого ничего не было. Это не ко мне вопросы. Понимаете? Поэтому выделяет Чечня России. Хорошо выделяет, потому что Чечня была уничтожена. Это глава региона или там грамотная политика, они показали, что то, что вы выдаете из федерального центра, мы их не воруем. Мы их не вводим за офшоры. Мы строим дороги, дома, проспекты, бульвары и так далее и тому подобное. В чем проблема? А кто вам мешает это делать? Любому региону, который этим может заниматься. Почему Татарстан это смог сделать, а остальные не смогли? Татарстан не является дотационным регионом. Они же смогли это построить. Вот и все. Конечно, экономическая мощь, там, потенциал, у них рабочие места, заводы. Можно отмазки искать сколько угодно. Но у меня возникает вопрос. Во времена Ичкерии, когда мы там независимы были, когда это бунт, все остальное было, вот таких огромных финансовых траншей, которые доходили бы реально до правительства, которые могли все это сделать, их не было.
У нас не было. А у вас они шли как шли. Почему вы тогда не построили? Ладно, мы плохие строители, как вы говорите, да? Не строили мы башни, жили в саклях. Почему наши сакли превратились в небоскребы, как в горах, так и в городах? А у вас до сих пор реставрация. Ответьте на вопрос. Раз вы говорите нам же приходится отвечать. После 2 войн, всего остального, после разделения, уничтожения, после 300 тысяч погибших, мирных, немирных, инженеров, заводов, у нас этого тоже ничего не осталось. Почему у нас все строится, идет к небу по воле Всевышнего Аллаха и любви к своей родине, так скажем, да? А у вас идет реставрация. Эти вопросы не ко мне нужно задавать. ТЧ задавайте этот вопрос. ТЧ задавайте. БР задавайте. АИ задавайте. Ваши гении. Так, дальше. Ассаламу алейкум. Аух, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, ауховские волки. Башлам. Так, Гольштейн указывает наш хуайт эрлой эхи индушами. Гольштейн указывает наш хуайт эрлой эхи индушами? Или он приписывает их к ним? Где? Страницу скажи, давай я зачитаю. Давай я зачитаю. Ай Эзер. Страницу назови мне, я зачитаю. Вот книга у меня. Прочитаем, что там написано. Никаких проблем нету. Вот ты говоришь, что индуши построили за 35 лет после совка. Так индуши на пустом поле отгрохали целый город Магаз. Я ничего не говорю. Я вот как раз таки ничего не говорю. На пустом поле отгрохали целый город? Ты издеваешься сейчас? Это Грозный на пустом поле фактически уничтоженном все восстановили. Только один район города Грозного больше, чем весь Магаз, если на то пошло, если ты хочешь знать честно. Не в обиду будет сказано. Да, я знаю, что построили город. Видел видео, где Аушев говорит, что у нас нету претензий и так далее. Я же тоже читать умею. Я говорю о другом. Сравнение немножко неуместно, ты не заметил? За 35 лет город. А чем, интересно, в то время, эти 35 лет, как проходили в Чечне? Как? И почему по простой арифметике, да, я не знаю, как ты считаешь, посмотри количество домов, проектов, инженерных сооружений. Где и кто и как построил? Где, на каком уровне? Нет, да, хули ты или то, что они строят, там есть, это я только за. Пускай. Никогда не было ни зависти, ничего. Но говорить, что вот мы строили, вот мы являемся строителями только башен, вы ничего, жили в саклях и все остальное с вашим чечен-аулом и так далее. Вы же начали этот разговор. Вам нужно внимание. Никто внимания не обращает, кто скажет что-нибудь. Видишь, модации. Вот. Вы спросили, я ответил. Вот и все. Это еще ничего, да. Я книги сейчас соберу, полностью отвечу. И про Герменчук, и про Даби Юрт. Были там башни или нет. А это плоскостная территория. А теперь вам вопрос. Покажите, сколько башен вы построили Инарки? Раз. Кескеме, Назрани и так далее и тому подобное. Сколько башен вы построили? Я говорю, на плоскостной территории. Нет, это не упрек. Я хочу сказать, что на плоскостной территории строить не было надобности.
Они не нужны были. И чеченцы на плоскостной территории их могли не строить. Но не забывай, что они спустились с гор, они их строили. И даже на плоскостной территории. А вы говорите, что нет. Вот о чем речь идет. Я не к тебе конкретно, а к человеку, который якобы сделал этот ролик. Башлам видел видео шуточное, сделанное через ИИ, как ты UFC. Ну, ты видел видео умственно отсталых людей. Во-первых, Бузуртанов больной старый человек, который очень часто обращается к проктологу. Видать, тебе эта тема интересна, мне не интересна. Он больной старый человек, который не блещет умом больше, чем ты. Вы не можете конкретно ответить по конкретным историческим материалам. Вы пытаетесь исказить, сделать ролик. Мне абсолютно по барабану. Валлахи. Почему я тебе поясню? Вот ты сказал, или если ты даже автор этого ролика, я вам скажу только дерезхил. Почему? Потому что перед Всевышним Аллахом каждый человек, который просматривает этот ролик, который видит, что там вы пытаетесь показать это дочь, что то, что не было и не существовало, то, что распространяете ложь, смеетесь над больным старым Русланом Бузуртановым. Мне это там абсолютно по барабану. Мне присылали ролики, как Точе там на коленках и так далее, и тому подобное. Я не распространяю это, мне это не надо. Я вообще, честно сказать, за старый вид роликов, где люди конкретно говорят, показываешь человеку высказывание, прикол, юмор или опровержение, документ вот такого. А то, что у вас какие-то больные фантазии, я не знаю, вы не можете разобраться с документами, вы не можете разобраться с Российской Академией Наук, вы не можете разобраться ни с кем по уровню образования непосредственно, и истории, и географии, я не знаю, и картографии, но вы прекрасно умеете заниматься роликами для смеха, как ты говоришь, и для юмора. Ну тогда заберите пьедестал у армян и займитесь КВНом, займитесь как эти ХБ-шоу, или как оно еще называется. Пожалуйста, Мартиросяна скиньте, занимайтесь там, Петросяна скиньте. Будьте шутами, развлекайте людей. Что я вам могу еще сказать? Да, маршал Дальшин. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Но перед Всевышним завтра судный день я скажу: я Аллах, аздин умадаци, асэл гумадац, аскоман гумацаэл, астейпан гумацаэл, ашахарин гумацаэл. Я никогда никого не чул. 15 тысяч постов, посмотрите. Да, есть какой-то материал, который мне прислали, который я не проверил, который я допустил ошибку. Такое бывает. Ну, извините, почти что 15 тысяч постов. За это время можно сколько книг я перелопатил. Сколько я опровержений сделал, это уже и до сих пор делаю. Хотя вы говорили, что мне там платит государство, что Путин мне платил, то я Сурков ученик был, то я там Рамзан Кадыров, то Магомед Даудов, то остальные. Ну, все обломалось. Почему? Потому что единственное, что у меня есть, то, что я получаю, то, что я использую для работы, это то, что присылают и донатят люди. В том числе и ингушей тоже, кстати. Настоящие братья, которые понимают, что я никогда достойных братьев ингушей не оскорблял и не оскорбляю. Я говорю о норнийцах. Норнийцы — это люди, которые врут, которые рассказывают. Вот сделал ролик по книге, говорит, что мы жили в башнях, мы строители башен, а ты покажи хоть один момент, где пишет кто-нибудь, что вы жили в башнях. Поэтому какие проблемы? У нас нету никаких проблем. Я с уважением отношусь ко всем народам, которые есть. Но те люди, которые лгут, это и вас не угрожает перед всеми кавказскими народами. С вас все смеются. Когда ты рассказываешь вот эти сказки, только у нас, только мы, только это, с вас смеются. Я-то, по крайней мере, смеяться лишь. Умацмахарцу мои спас. Много раз договаривались, вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Все, халас. Но опять же, ни больше, ни меньше.
Так, Башлам, еще с Шамхалами боролся Шейх Муса. Ну, это понятное дело. Я уже, конечно, боролся. И с Шамхалами боролся, и против турецкой политики, персидской политики боролся. Да, на стороне Московской Руси на тот период. У них просил поддержку, когда не справлялся. Да, это есть, это никто не отрицает. Потому что ему надоело, что кто-то вечно занимается тем, что отбирает родину, земли и так далее. Ассаламу алейкум, Башлам. Какая группа древнее? Г1 или Г2? Ты хотел сказать J1 или J2? Или Г1 или Г2? Именно по Г-гаплогруппе ты спрашиваешь? Или G ты хотел? Г-гаплогруппа это не доминирующая у нас, ты же знаешь, да, там 7%, если я не ошибаюсь. И то Г2, если я не ошибаюсь. Ты говоришь. Если ты говоришь о J, Чечен Республик, если ты говоришь о J1 или J2, древнее J1. Насколько я помню, было древнее. Не знаю, сейчас, может, если я не ошибаюсь, J2. А что касается Г, я не знаю. Башлам. Сюлой шашаш ду ол Кавказ теман угори дука людское потеряш. Сюлой. Сюлой. Да нет, Сюлой не потеряли ничего, фактически. По людским. Почему? Потому что когда во времена Ахульга, после того, как имам Шамиль перешел сюда в 1939 году, больше всего населения и больше всего людских потерь было у чеченцев. Сюлой пытаются приподнять, и они говорили, что больше служивых у них, муртазеков, то, что они были, но это не стоит и выеденного яйца. Вот если уж говорить на то. Ну, посмотрите по переписи населения, сколько их было в 1811 года, кажется, перепись в Дагестане, и сколько аварцев. Посмотрите, и вы увидите, какое количество. И посмотрите потом, сколько их стало. Вот, как таковой. Поэтому мечтать не вредно. Башлам, видел ингуши кумыкский микс, где эти бедолаги сделали с тобой видео и врут, что наши земли принадлежат кунникам, норнийцы готовы хоть кого угодно на Чечню, только не чеченцев. Да, я видел, якобы, знаете, что странно? Чеченцев якобы, мне-то абсолютно, что кумыки, что ингуши, которые это делают. Я не буду кумыкам или ингушам говорить, эти норнийцы, якобы происхождение кумыкского и ингушского, это блевотина, которая выеденного яйца даже не стоит. Какой там выход к морю, это земли были ваши. Знаете, что самое интересное? То, что чеченцев, ингуши, якобы, норнийцы с нашей западной стороны, упрекают всегда чеченцев нечистокровности, полукровками, грязнокровками. Вот сейчас в этом ролике по саклям, они говорят, вы, эти кочевые племена, они оскорбляют кумыков, понимаешь? Кочевые же племена кумыки, нагайцы, кумыки, да, грубо говоря. Ну, они же и причисляют себе балкарцев и карачаевцев. Самое интересное, нам они оскорбительно. И про Сюли они говорят, что Сюли, ну типа вы смешались, вы нечистые, вот вы с ними, у вас ничего нету, ни чести, ни гордости. Нас упрекают и говорят что-то, вечно оскорбляют кочевые племена. Ну, принижают, унижают кочевые племена, да? Они ничего не умеют, они там вечно ничего общего нету и так далее и тому подобное. Ну, ряд оскорблений вы можете зайти и вы найдете их достаточно. Но когда они уже не справляются сами, норнийцы Запада, они решили объединиться с норнийцами с Востока и единым фронтом выступить, якобы выступить. Да куда выступать? Одни приперлись 600 лет тому назад, другие откололись 250 лет тому назад. Все, вся история. Я дальше говорить ничего не надо этого. Все, на этом и закончилось. 600-800 лет, не суть. О чем говорить? Я вот как они
оскорбляют и говорят, что они знают, я им отвечаю в двух словах. 250, 600. Все, 600, 800, без разницы. Но если честно сказать, сейчас я тебе скажу более точно. Если это 600, это получается... Да нет, 800. 700, 600, 700 лет. Вот и все. Я ответил. Башлам, расскажи историю Губаша Шамиля, я уже рассказал. Башлам, а правда, что Владикавказ и Беслан это ингушские земли? Исторически, если я не ошибаюсь, вроде бы да. Ну, ингушские земли я не скажу, немножко неправильно. В этом случае можно сказать войнахские. Ингушские земли в горах, в Ингушетии. Вот там Хамхай, Эрзи, Джайрах и так далее и тому подобное. Но то, что они раньше осели там, вместе с нами, да, грубо говоря, это правда. Ислам. Щепа Адикаев. В 2024 году Ингушетия умудрилась стать банкротом. Причина же видна как на ладони. Да, есть такое дело. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Скажи про мелхи. В последнее время вижу, что они говорят про то, что они народ соновчи утайпан билту валлахи вахтари ашватсо. Я отвечаю. Мелхи это чеченский тухум или чеченский тейп, не имеющий ничего отдельного и был всегда в составе Чечни. Да, к сожалению, земли мелхостинцев частично остались в Грузии. К сожалению, после раздела царской России земли, 2-3 селения, включая в том числе, если не ошибаюсь, да, 2 селения, кажется, были там. Ну, на карте у нас есть эта карта. После раздела во время Терской области, кажется, передали 2 селения. 2 или 3, но небольшая часть земель мелхостинцев осталась в Грузии. Больше ничего сказать. Это мужественные, достойные представители нашего народа, которых некоторых мелхи пытаются вот родить у них внутри сепаратизм, хотя садеши чуай, сопрямые деши чуай, там эти же махаури, эти же хаяури, мои сопрямой деши чуай, будешь кровь от крови, тхоцаду. И мне рассказывают, что мелхи отдельно, какой отдельно? Меча больше отдельно. Ярамуат буцер отдельно. Яци дуцер. Ямуах буцер. Явайдос духар дуцер. Все одно и то же. Роднятся они с нами, мы один народ. То, что кто-то пытается там назвать это внутренний сепаратизм, разжигают нарнийцы. Они это говорят и акинцам. Вот с Ауха приезжали братья. Кстати, поскольку мы говорим, мои ауховские братья привезли мне подарок. Хочу с вами поделиться. Вот такой подарок. Видно, да? Написано. Видите, что написано? Написано от братьев с Ауха нашему брату Башламу. Это тому нарнийцу Галгай, который говорил, что якобы Аух насильно заставляете назвать Нохчи. Итак, что же привезли? Я не знаю, походу мои братья, одни натеречные братья привезли, сейчас я вам покажу тоже. Ауховские братья привезли мне вот такой вот кинжал. Как видно, да? Маленький. Вот. Также подарок. Также, чтобы, видать, чтобы часто, поскольку нарнийцы рассказывают всякие сказки, как говорится, о том, что нападут и ТБ сделают сзади, привезли вот такой вот хорошенький режек. Очень красивый, компактный. Ну, вот. И чтобы я не забывал о хороших грузинских традициях, вот такой вот бокал. Ну,
простите, никак нельзя. Был в хаджи, не пьем бацелизер. Вот такой подарок я получил от наших братьев Ауховцев. Братья Ауховцы дал Сиду. Это подарили братья Ауховцы. Сейчас, подождите. Это подарили мне братья Псидаховцы, Дюркюртер, Псидаховцы. Вот такой костяной ручкой. Вот. Я не знаю, просто завалили меня оружием, так сказать, оружием. Вот. Сейчас. А это подарили мне уже натеречные братья. Любят меня или не любят, сказать это уже вам. Это вот. Так что долж да архивный документ. Короче, конечно, было. Я человек очень мирный, но подарки, видать, исходя из моего, из тех комментариев и угроз, которые делают нарнийцы, походу, да, дарят вот такие вот боевые, так сказать, подарки. Вот. Но, опять же, Дюркюрт Аух, Теркис Тервежри дал Сейдуэль, дал Духтахдал, вот, показал вам, как есть. Так что, ассаламу алейкум, про мелхи я рассказал, так что это недолговечное. Сами мелхи приняли решение, и в этом решении они четко указали, кем они являются. Итак, ассалам алейкум, сказал брат Арби и задонатил. Арби дал Сейдуэль, дал Духуахуэль, Будиснек Эзашка Соду улетел. Перевод от Раисы, подписчика Ютуба. Раиса задонатила. Ютубы. Короче, ютубовские ведут. Почему? Потому что с Ютуба 3 человека задонатили, а с Инстаграма 2 человека задонатили. Ну, уже пресс того общества, уже целый батем общества такой. Да, Саадуэль Будиснек Эзашка Соду улетел. Итак, дальше смотрим. Нет, ингушим принадлежит только те шахары, когда их было 60 тысяч. У них всего лишь 4 шахара, насколько я знаю. Башлам видел ингушский микс, что наши... Так, это я уже ответил на этот вопрос. Башлам Кадзоев, Нурдин, ныне покойный, в одной статье пишет: Терлой выходцы из Двалов, но Двалы это якобы ингуши. Тут каких врачей вызывать, как думаешь? Там уже глубокая клиника, психиатрия. Я даже не знаю, кого звать там. Психолога звать уже бесполезно. Это уже все. Башлам видел, так, это я уже ответил. Башлам, как они могут строить башни в Назране, если в те времена ингушей там и близко не было? Нет, я говорю после. Башлам, ты многократно утверждал, что Уарстхой никогда не были ингушами. Клянусь Всевышним Аллахом, это не так. Яган Готлиб, я утверждаю и говорю, и до сих пор говорю, что Уарстхой это Нохчи. Говорил и говорю, часть нашего народа. Как и ингуши когда-то были частью нашего народа. Потом ингуши отделились, единого народа, простите. Потом ингуши отделились, начали называть себя отдельным. Пытаются точно так же к себе, чтобы увеличить себя, приписать Уарстхой. Но Уарстхой, это не Галгай. Понимаешь, нету даже такого шахара, как Уарстхой шахар. Есть Цорой шахар, есть Галгай шахар, есть там, какой у вас, Веппи шахар и 4-й Хамхай, 4 шахара у вас. Ну, не могут быть Уарстхой, ты понимаешь? Ну, никак не могут быть. И плюс ко всему, опять же,
У Арстхуая есть ДНК, который вам не присущи. Который вы говорите, что 88% мы чистокровные, и мы J2 Бош. Хамелдеш Мабушу. А многие такого не говорят. Хотя и большинство, и древнее мы знаем, что у кого J2. У нас есть и L3, у нас есть и G2, у нас есть и Q. Это наше богатство, наша кровь. И мы один единый народ. И у Арстхуа есть, и J1 есть, и J2 есть, и L3 есть. Это из тех, которые еще сдали только. И мы один народ. Конечно, мы говорим, что это наш народ, часть нашего народа. А что я должен говорить? Но покажи хоть одного чеченца, который бы сказал, что Арстхуа является кочевым племенем. Хоть одного покажите. Не было и нет. И не скажет. Потому что кровь от крови у Арстхуа это часть нашего народа. И мы с уважением и с любовью относимся и к Арстхуа, и Мелхи, и Тируа, и Эхки, и Бенуа, и Чеберлуа, и Шаруа, и Шатуа, и Цуантруа, и Бильтуа, и Битруа, и Цуантруа, и Вершмаруш, Аларуай, Эшбатуа, Энгнуа, Гуардлуа, Шуануай. Сколько тебе еще назвать? Памтуай, Хаккуай, Сеттуай, Вашандруай, Тунсуай, Дзумсуай, Ченти, Мулкуай, Цеси, Гунуай, Гендергнуай, Бильтуай, Битруай. Сколько назвать? Харачуай, Чунгруай. Могу назвать еще сотню чистокровно исконно чеченцев. Вы считаете их Иоганн Готлиб, Ую. Кто такой Иоганн Готлиб, когда у тебя есть ДНК данные? Когда есть достаточно документов, которые показывают. А худой здесь не. Это то же самое, если бы ты сказал, что акинцы это ингуши а-ля Мухардар. Как могут быть люди, которые древнее намного самого понятия ингуши быть ингушами? Я не могу понять. То, что есть взаимобраки, есть, конечно. Войну как мы один народ. Война Капа Мадивы, войне Мадивы, Сундер Оши, Зудрибалин, Марибана, Гергел Мунчду, Даяложь, Даюк, Саючду, это Алхамдулла, Дикдуиз. Саму Мацаба, Гергел Мунчдать, Ялин, Яцкадик Мацаба. Ну, наш народ, какой, я говорю за свою республику. Галай, исконно чеченский тейп. Мержуай, исконно чеченский тейп. Цьечуай, исконно чеченский тейп. Гуандуай, исконно чеченский тейп. Про все остальных. Я говорю за регион, который называется Нохчичуя. Как они у вас называют и кем они у вас представляются, мне абсолютно... Я не вмешиваюсь в ваш регион. Только когда вы залезете к нам и начинаете оскорблять наших матерей, сестер, наш народ, наши тейпы, и претендуете еще на наши земли, я уже молчу про культурное наследие, дечик Пандоры, истанги и так далее, петроглифы, орнаменты, я про это вообще молчу. Там непочатый край, работай сколько хочешь. Я-то не против, чтобы вы сказали, это наша общая эль-хали. Я был бы не против. Почему? Потому что я знаю, что в древности мы были один народ. До того, как вы отсоединились 250 лет тому назад. Но вы говорите нет, что якобы это было ваше, и мы этого украли. Почему мы не украли это там, допустим, что-то там настолько древнее, намного древнее, чем вы, есть другие народы. Ничего мы не взяли у адыгов. Однако вы взяли у адыгов. Ну, адыги это те же кабардинцы, те же черкесы и так далее и тому подобное. Тебе не нравится, я понимаю. Ну, ты можешь хоть 10 раз Готлиба назвать. Башлам, можно ли назвать митинг в Ингушетии 2018 против Нохчи? Конечно, можно. Конечно, нужно. 80/20, что это против Нохчи, которые деланы. Конечно. Башлам, твой дружбан Юни Успанов назвал всех ингушей. Во-первых, он мне не дружбан,
Юний Успанов достойный сын чеченского народа. Кого и как он называл, если ты хочешь решить вопрос, решай с ним. Я ничего плохого говорить ни про Юни не буду, ни про его слова не буду. Он, наверное, это сказал тем, кто его там достал или кто его оскорбил. Я не знаю. Возможно, я говорю. Я не утверждаю. Я не могу говорить в этом плане. Дружбан, дружбан, не дружбан. Юний Успанов имеет мужество. Он имеет мужество, знаешь? Какое мужество? Он, показывая свое лицо, заходит в эфир и говорит то, что он думает. Не прячется, не оскорбляет. Я, когда он заходил в эфире, когда-то что-то мне не нравилось, я сразу говорил: Юни, соочайхум шмадиц. Я сказал тогда, когда он был у меня в эфире. И он у меня в эфире никогда ничего подобного не говорил. А даже если сказал, это ваши проблемы с ним. Вы про него что только не говорите. Ваши так называемые ТЧ, БРАИ, всех, кого я называю, КИ, КН, вот, аббревиатуру, да, вашу. Вот все люди, которые про него пишут эти гадости, у вас какие-то с ним проблемы, это ваши проблемы. А так, в моем эфире он никогда такого не говорил. Телеграм что не счет. Хат раньше давай, алу, что la, что дистикал меньше душу не. Бисмилля. Что пурбанс. Анзор. Чуама вара. Анзор, вискала, байн швой, цвет сахилла бо, что шумна, цави хума эрдаря. Хадай садай, цвет саклеш би, хума цахилла бахта. Вискала, хак майер мнение, цхоля. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Mikrofon dayı ne Anzor? Сонзор уя өзір барасың. Удар, Камилу. Abi uyuk şu Anzor. Сомнение, лично сомнение. Ушло. Что да, суна, гала башня. Ну, шагеря, сон реплики, сам реакцион от чеченских башен копировать инсан. Ага. Все. Это. Дерес. Не, реально, аж ночью башня, что без раствора ниже древние исследований первой башни Карина, самой древней башни, ночью Карину, Сунсахидря. Йо. Да. Еще на попорах инца наводил Санриху, Сунса, может быть, я не прав, но мне так кажется, что это просто реплика. Угу. Репродукция Бая, повтор. Ну, реплика улицы надо копировать еще. Да. Дубликат толк. Дубликат. Дигду ДРС хил. Дальше вопрос. Если ингуши жили в башнях, то кто в них... если ингуши не жили в башнях, то кто в них жил? Достойные стукачи. Как можно достойный стукачей написать, сделать аккаунт, я даже не знаю, честно сказать. Но я скажу так. Я, во-первых, не говорил, что у вас нету башен. Никогда. И что вы не жили в башнях, я тоже не говорил. Жили, конечно же. Анзор, микрофон, дай лай. Жили, и никаких проблем с этим нету. Мы как раз таки не говорим, что вы не жили. Имеется в виду, на плоскостной территории я говорил, что их делать невыгодно было. Не было этого ресурса. Поэтому на плоскостных территориях ни ингуши, ни в Ангуште нету башен, грубо говоря, да, ни в Тарском, ни в Альгете, там, ни в Чемульга, и Карцахе, нигде нет никаких башен. Почему нету? Там же сакли стоят. Сакли имеется в виду или деревянные, или каменные, или какие-то там другие дома изначально стояли.
из глины, из... Так ведь? Башен нету. Но это же не говорит о том, что если у вас нету, допустим, в Альгетте или там на плоскостной территории, или в Карцахе, или, я не знаю, где там, в других местах, там, допустим, в том же Инарки, нету башни построены там даже в 19 веке, то в каких домах вы там жили, возникает вопрос. В Саклях? А если в Саклях, значит и вы тоже кочевые племена. А дома-то не отличались, ничем не отличались. Они не были лучше. Почему? Потому что история я... Аланзур. У меня вопрос такой. Если ночи, да, ему ойза выжили, это происхождение, это история, это цанмете, хадуэлду цанна, хадуэлду босу, да, ему валгай ночи, да, ему выжили. Одни предки был, с чем это связано? Смысл валгай босс, ну, их исторические, историки, да, так называемые, я что нет, там отдельная история, там, у чеченцев отдельная история. А с чеченской стороны мы всегда, короче, я понимаю, Пейте. Слушай, ну, они занимаются подстрекательством, они хотят, чтобы их, опять же, достойные наши братья Аллаха, которые не ведутся на провокации, которые не хотят фитны и хотят на самом деле со своими братьями быть, как и по вере, как и по крови. И хума, они не хотят, чтобы среди них были такие люди, которые будут поддерживать родственные отношения с нами. Чтобы они массово все отказались от всего. Поэтому у нас они забирают, они на самом деле не братья. Если бы они были братьями, они бы этого не сделали. Они у нас воруют историю, они у нас это делают, они у нас то делают. Больше вот эти провокации ведутся. Делается вот этот митинг, который сделал в 2018 году. Мне всегда утверждали и говорили, что якобы он сделан, он сделан для того, чтобы там Евкуров, Рейзда, Церчаш, Евкуров. А Худина Евкурус. Что сделал Юнусбек Евкуров? Он говорит, ошибочно я подписал документ, хотя я спрашивал у них, есть это видео, вы можете посмотреть, это не мои слова. Мне подсунули документ, я спросил, Ярлахтиш, войди. Да, Ярлахтиш, войду, дуй, точно дуй, ачан, точно дуй, вайлахтиш, дугара, ачана, Евкуров подписал эти документы. Это еще в тот период, когда так называемый небольшой кризис был, да, между руководствами регионов нашими. Потом, когда документы наши предоставили, все, причем лесного хозяйства, автомобильных дорог, у меня целая папка этих документов, они есть консультант плюс, каждый может себе найти, у меня есть переписка, как они просили, как они за счет чеченских земель там хотели этот РЗ свой увеличить, потом официально, само собой, там ничего нельзя было бы строить, ничего трогать, оно автоматически переходило бы под властную структуру соседнего региона, само собой, и все культурные наследия, то Мержуа, Цичуа переходило, и тогда бы им было бы проще сказать, понимаешь, в чем? Они бы сказали, аш денумадать о шумуахкабахкин орствхой, шу орствхойдут, шу олгилдез, ала ишт кегва ахтхальдарсига. А тут получилось, ногчи сказали, стоп, где была земля, там и оставьте. Она там была 200 лет, 300 лет, там и останется. У вас она переходила к вам, она у вас была 2-3 года, больше не была. И то после этого они сами изъявили желание и вернулись к себе домой. Все. И Аллах етил. И Алма я задавался им вопросом, я говорю, мы против Евкуров что сделал? Осознав, что реально по закону все это так, и плюс он получил жирнейший кусочек спорной территории, 77 тысяч гектаров, которые наше руководство региона ради братских отношений, зная, что у них мало земель и так далее и тому подобное, зная, что у них нету этого пригородного района нынче, хотя это, опять же, не наша проблема, имеется в виду, вайбях бошхалумдаци. Эти решения принимали с ним. И они отдали 77 тысяч гектаров земли, отдали братьям Ингушан. То бишь Юнусбеку и Евкурову отдали.
То, что было взято незаконно, пускай хорошо, не будем говорить украдено, хотя де юре, де факто это так и есть, они вернули верхнюю часть. А нижняя часть, которая у нас была спорной, 77 тысяч гектар, а то бишь это где-то 6 или 7 селений, которые были исконно чеченскими с 1929, то есть до того, как еще с ингушами объединились, это часть Малгобекского района, это Карабулак, Троицкая, Нестеровская, Чемульга и все остальные там, Вознесеновская, Уайхалила, их оставили за Республикой Ингушетия. Почему наши так делают, их не так делают, Аль-Хатира Анзор? Наши до конца, пока среди них есть хоть один наш брат реально, который является братом и который знает истину, что на самом деле грош цена тому чеченцу, который плохо говорит про ингуша, и грош цена тому ингушу, который плохо говорит про чеченца. То есть махбатбатер, хума яцуш, хупельгар хум яцуш. Из-за этого. Но одно дело говорить про весь народ, говорить, все повально виноваты, массербях бубара, из низ дать, дальше не все виноваты в том, что есть определенные люди, которых мы, опять же, мы не называем национальность, мы называем людей, которые занимаются фальсификацией, ложью, их мы называем нарнийцами. Нарнийцы могут быть любой национальности, те люди, которые врут, которые делают ковры с чеченскими землями, хотя мы два отдельных уже брата, у каждого есть свой дом, мы уже давно живем в отдельных регионах, хотя все это есть, несмотря на это, к сожалению, до сих пор люди говорят о том, что, эти люди говорят, по крайней мере, о том, что эти земли якобы принадлежали им, и чеченцы наглым образом с помощью России, с помощью России якобы забрали эти земли у своих братьев. И они нам не братья, Нохчи не братья, а братья на самом деле грузины. Так они утверждают. Видишь? Они утверждают вот так. Такими. Но, несмотря на это, многие чеченцы не поддаются на провокации и говорят до сих пор «Войца аду, войца анду, войца вежри». Всегда говорят, а им это очень не нравится, когда мы говорим, что мы один народ. Почему не нравится? Да потому что, когда реально, а это есть так, реально люди это поймут, их амбиции, их так называемые мечты разваливаются. О том, что вот эти кормушка может перестать быть. Они перестанут с нее кормиться. Простые люди опять будут между собой вести родственные отношения. Не будет никаких скандалов, не будет никаких разговоров. Хархадай, харсадей, харсакешништуй. Покажи хоть один кош, который это ваш. Меча, старый человек, которому 70-80 лет. Покажи, пусть покажет хоть один нохчмахоевский кашбах, который есть в Галанчоже. У меня возникает вопрос. Во-первых, Галанчож, наш относится к Галанчожу, если я не ошибаюсь. А там много кешниш нохчмахоевцев, потому что нохчмахоевцы сами-то вышли оттуда. Для начала. Второе. Возникает вопрос. Если нохчмахоевцы вышли оттуда, и у них есть, и он покажет этот кэш, что от этого изменилось? Зачем биноевцу, бельтоевцу, чунгароевцу, который живет на восточных землях, в Ичкерии, да, грубо говоря, вести кого-то и хоронить его в Арштах? Примерно бас. Или в Бамуте. Никакой надобности в этом нету. Нету. Но, однако, если этот же Мелхи, этот же Эки, этот же Тирвай будет проживать где-то в Нохчмахке, ну, там, в Курчелое, я не знаю, на Жаюрте, Ведено, допустим, если он будет жить там, и если он похоронит там своего человека, никогда ни один Нохчи, там, где он прожил, среди людей, которых он прожил, ни один Нохчи не скажет, езжай в свой Галанчож и хорони там.
Насколько я знаю, такого претендента еще никогда не было в Чечне между собой. Единственный это случай был в отношении Асиновки и Серноводском, когда ингуши попытались похоронить труп своего человека. Если я не ошибаюсь, это мне рассказывали асиновские. Они прогнали, говорят, специально похоронить хотели. И вопрос, говорит, был не в том, чтобы можно или нельзя хоронить там. Нам с этим проблем нету. Но после этого, говорит, начались вопросы. Так что по этому вопросу я хочу сказать так. Анзор, хоть я и отвечаю долго, мы считали и будем считать их своими братьями, своим единым народом, поскольку это так и есть. И здесь нету ничего зазорного. И с нашей стороны нету ничего зазорного, и с их стороны нету ничего плохого в этом. Вот. Но и хамудиче, асличе, цардиче, вежри беше, вежри хирбу, вирди беше, вирди ахирбу, зюкри алиларбу, шедикни уни урбут, марию видик, марию орю, да его витарю. Мы открываем глаза только тем людям, которые в розовых очках до сих пор говорят, вот все хорошо, вот наши на самом деле плохие. Нет. За 30 лет, пока шла война, ни один чеченец ничего плохого не написал. Книга, которую я вам показывал, которую они очень сильно обсуждают, это вот эта книга «В поисках национальной идентичности». Она написана в 2020 год, кажется. Нет, в 2012 году. Она написана в 2012 году после выхода книги Идриса Абадиева, после статей Сампиева, после статей Нурдина Кадзоева и так далее. Уже вот здесь, в этой книге, полностью разоблачаются вот эти высказывания лживые о нашем народе. Это непосредственно опровержение. Вторая книга, которую они утверждают, это книга, опять же, у меня все эти книги фактически есть, кроме книги Дауева Саламу. Его нету, ныне покойного. Мой однотейповец, как ингуши утверждают, являющийся, они говорят, что Эшбату это ингуши. Являясь ингушом, он написал, якобы назвал предателями и так далее и тому подобное, которые откололись от чеченцев, назвал ингушей, оскорбил. Эта книга написано в 99-м, там 2 строчки написано, 2 строчки на всей книге, 2 строчки, что якобы книга туда-сюда, там книга написана, там должна быть хотя бы, целая глава, посвященная тому, что они оскорбляют ингушей и так далее, там написано 2 строчки. Опять же, Саламу Дауда, он был достойным сыном чеченского народа, но он написал много плохого и про чеченские тейпы, и к нему приходили по этому вопросу. Он сказал, это мое мнение. Он был, если я не ошибаюсь, доктором философских наук. Это были его взгляды. Он философ, он так видел, он так понимал. Сколько таких Дауевых, грубо говоря, нет, Дауев-то был хорошим, очень умным, грамотным человеком. Сколько у вас этих Абадиевых, Бузуртановых, Кадзоевых, и ТЧ, БТ, МТ, ЭТ, сколько их у вас? Десятки. У вас целый совет тейпов, нехчи, юш, вай кинчки языр, вай хамаха, юш, хут вам бини, царь, вай хукон ходу, и бош хамил деш. У вас целый совет старейшин, который якобы представляет весь ваш свет вашего этноса, или субэтноса, или этноса, шахара, тухума, народа, называйте как хотите, это уже ваше личное дело. У вас целые есть там. А второе это да. И третье это Джамирзаев Саламу. Его книга у меня есть, я его показывал. Он говорит, что ингуши это просто часть ингушского народа. Грубо говоря, так это. Отколовшаяся часть, там, 10-й тухум и так далее. Там. Опять же, никакого оскорбления. Там, в принципе, где-то вот, если сказать коротко, вот так. Опять же, на сносках он это написал. В сноске это указано. Вот 3 человека. Дауев, ныне покойный, Джамирзаев Саламу и якобы в поисках национальной идентичности, но это ответка. Ладно, ответку оставил. Тот в 99-м написал, этот написал 2009 год написано в Саламу, сноска небольшая. Но Саламу не соврал, поясню. Джамирзаев.
Не соврал. Почему? Потому что все работы и грузинских ученых, и биржей, везде они говорят, что Ичах Ахреев, что Ингушия это часть чеченского народа, племени. В многих местах исторически это написано. Если кто-то высказался из чеченцев, что они, да, это часть нашего народа, я так считаю, и так я записал это, то тут обижаться, там, оскорбительного ничего нету. А если бы Дауев Саламу, Джамирзаев Салман, если бы тот же Умхаев Хамзат написали бы в своих книгах, опять же, здесь 2 строчки, там 2 строчки, и здесь книга, противоставляющая вашей лжи, если бы они хоть в одной строчке написали, что вы незаконно рождены, что вы выношенные в чужих животах, что вы потомки кочевых племен, я не знаю, персидских называйте их, турецких называйте, нагайских, калмыцких называйте их, монгольских называйте их. Если бы такое сказали бы, написали, или бы там, ну и так далее, всю грязь, которую вы пишете, если бы такое бы сделали чеченцы, я бы тогда бы замолчал и сказал, слушайте, и вы, и мы, цатер-дуя, Эльдрас. Ну, чеченцы этого не делали. Никогда в жизни ни один совет старейшин чеченский не высказывался и не говорил, что вы наделали там, вы сказали, оскорбили. У нас нету этого. Нету общественных деятелей, которые там сидят на каждом повороте. Нам нужна земля, земля. У нас нету этих митингов никогда. В 1973 году, когда вышли на этот митинг, который очень любят обсуждать и говорить ингуши, что они его сделали первые, и никто до этого не смел в Советском Союзе, в процентном соотношении сколько человек там было, чеченцев? Если не 60% из них там были все ногчи. Я лично знаю фамилия Мисербиев, ныне покойный Зелимхан. Он мне рассказывал, как они учились, как они пошли на этот митинг поддерживать. И тот, кто это заварил, быстро сбежал в Москву, а их многих водометами в январскую холодную студеный день всех промочили, мало того, что отчислили где-то с училища и техникуму, где они учились. А человек, который это замутил, сбежал и жил себе хорошенько в Москве. Ну, по крайней мере, это по его словам, по его рассказам. Он очевидец. И он говорит, там было больше половины были наши братья. То есть, был ногчу барбахцу, тебя обещаю ногчу. Тайпан Эльстанджу. О чем говорить? Где нужно, когда вместе, мы всегда принимали. А что касается остального, я не знаю. Мы считаем их братьями, Анзор. Мы считаем их тех, кто достоин. Бог да цади, сейчас вечно пич, вечно вайбях, бяшаушек. А откуда вот ты вот говоришь, что мы братья или мы это? Мы берем историческую объективность, историческую достоверную информацию, которая говорит, что в древности мы были один народ. Об этом говорят армяне, об этом грузины, дагестанцы. Все знают об этом. Вот не знают те, кто живет и говорит такие гадости про нас в соседнем регионе. Есть ситуация. Самый непонятный момент. Так. То, что один мусульманский, исламский мусульманский народ Так. очерняет другой мусульманский народ, братский мусульманский народ, что он сродился с третьим и с тоже мусульманским там, народом, что он с ним сродился, и это очень плохо, да? И вообще это уму непостижимо такой момент. Бусал пежри, пич бусал бежрастани, гергалоду, цундейту биоду богу. Нет, Ильяс Бамаба, вот сейчас зашел человек, который говорит, царица ролики ахкан. Гункистане, якобы сопич бичвегу, Каспийский море, выход, я царь хунядин, алла царь ролики ахкан. Вайга дош мадей архивный документ. Банечка, акарини, мультики, свядом, блин, десятками, сотнями документы, которые был выход к Каспийскому морю, имеют чеченские названия, как лодки назывались, как все называлось, то, что... я вспомнил, они говорят, что Мациев, один из первых лингвистов чеченских, называл Каспийское море, называл его Тарквай-Хуард. Типа, он знал, что это море принадлежало Тарковскому. Шамхалам Тарковским, кумыкам.
Настолько тупого ролика я в своей жизни не видел. Мациев, как бы это ни сделал, если это и даже сделал Мациев, если он и даже называл, чеченцы никогда не называли Тарквай, Хуард не называли Каспийское. Корхуард называли, глухое. И это самое достоверное название Каспийского моря. Сейчас современники называют его Кэспхуард. Но его в древности всегда называли Корхуард, потому что это единственное море, из которого только втекает, но не вытекает ничего. Вот почему называли. А то, что Мациев написал, а что Мациев не мог ошибаться? А что Чакаев не мог ошибаться, когда он сказал, что кумыки дали землю чеченцам за то, что те принимали ислам? А что Чакаев должен быть во всем прав? А это достоверно должно быть, что ли? Манна небесная, откуда они это взяли, что это все правда? Ошибаться может каждый человек. Уж поверьте, слушая ваших горе-блогеров и историков, дипломизированных, как вы любите говорить, у вас же оговариваться нельзя, там, нервничать нельзя, у вас всегда, вы все говорите четко, особенно ваш лексикон меня удивляет, когда вы начинаете про интимные места чужих женщин, матерей и отцов рассказывать, ну, когда вы в личку заходите. Это ваш суперский эздел и ваш суперский грамотный язык. Поэтому оговорка это страшный удел. Так что дипломизированные ваши ученые ошибаются намного больше. И очень их разоблачать уже устали. Поэтому ройтесь в своем дерьме. Мы как-нибудь сами разберемся в своей истории. Объединяйтесь вы с кумыками, с аварцами, с нагайцами. Нам абсолютно наплевать и чихать мы не хотели. Почему? Потому что у нас хорошие взаимоотношения и с аварцами, и с кумыками, и с нагайцами, и со всем миром. Если он пришел с миром, с добром к нам. Если протянул руку, брат сказал, мы всем братья. Это даже нас погубило, к сожалению. Это нас погубило. Но я хочу сказать, что никто... Ассаламу алейкум. Освободил режим. Освободил. Ай. Сейчас. Освободил. Если я... Итак, да. Если с миром к нам приходят, мы всем братья. Никаких с этим вопросов с этим нету. Так, дальше зачитываем. Если ингуши не жили в башнях, на этот вопрос я ответил. Может, они оскорбляют ингушей этим? Я не знаю. Игуана. Дословный комментарий Юни Успанова, это страна ингушских... Я не знаю. Стоп. Я тебе еще раз говорю. Дословно говори это с Юни Успановым. Я не Юни Успанов. Это Башлам Чимаев. Здесь страница чеченской истории. То, что там он сказал про тебя или ты про него сказал, мне абсолютно наплевать, честно сказать. Это ваши терки и разбирайтесь сами между собой. Как Галгай могут отколоться от Нохчи, если Галгай есть в старых историях о Нохчине? Ой, Господи, достойные стукачей. Достойный стукач. От Ила, не рассказывай мне сказки про древние описания. Айдела от Ила, не затягивай меня, не заставляй. Я тебе могу сказать, когда вас назвали, в какое время впервые упоминают, и кто вас даже на карты впервые занес. Мне про древности не рассказывай. Поверь мне. Ючел, ты наш солнцевешен. Спросите, когда вернут экспонаты из выставки в Москве. Сафрон. Если я не ошибаюсь, уже вернули. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. А правда, что Сюли платили дань чеберлоевцам? Сомелхеву, цен нохчеву, дал сидвел, жархо, дал духуахуэр, уэнхо, что он мелхе цен цидор, что цен нохчевой. От братьев ингушей что подарили? От братьев ингушей ничего не подарили, никто, честно сказать. Нет, вру, пичбит. В прошлом году подарили. Приехал один брат,
на 600-м Мерседесе. Он мне подарил какие-то древние монеты, древние греческие монеты, 3 штуки. Вот такие маленькие, 3 монеты подарил. Это был брат, вру или не вру. Он вроде бы, я не помню. Братья Орствой подарили очень много. Дарят книги, документы присылают. Орствой у меня, ну, Санейн Хуай не слушаешь так. У меня с ними особо теплые взаимоотношения. И я не могу не любить часть своего народа. Он подарил монеты. А так, это было год или 2 тому назад было, что больше никто ничего не дарил. Донатили. Кажется, месяц тому назад один брат раза 3-4 раза задонатил через YouTube, задавая вопрос. А так, подарки, не подарки. Ассаламу алейкум башлам, ва алейкум ассалам. На теречной ночи вай үш цадук. На теречной ночи вай үш цад. Дудер ца. Теркистер ночи ялык, просто. Теркел диал ночи, теркел сиял ночи. Башлама, правда, что Акиюрт, когда называют... Акиюрт когда-то назывался Экиюрт. Админ, пришли, пожалуйста, это сообщение Башламу. Я такого не слышал. Акиюрт, Юхасуну, Экиюрт, Ош, Сунцахазан. Если есть у вас какие-то документы, скиньте, пожалуйста. Я посмотрю и опубликую. Сунцахазанышник. Можно ли называть митинг Ингушетии против чеченцев в 2018 году? Можно, я сказал. Башлам, а правду, что чеченские тайпы ингуши заставляют называть ангуштами? Башлам, а правду, что чеченские тайпы ингуши заставляют называть ангуштами? Не знаю. Да, у нас в Чечне есть галгай тайп, и он относится к чеченскому народу. Нохчи оман галгай тайп, вайгадушту, вайцахдушту, саюрта, беркел русусу, тхаюрта ашбола, галгай, нохчи оман бу, галгай тайпан бу. У нас есть это. Тига худусун цаха. Рамзан, Башлам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Хатал. Это перевод докачения от Рамзана. Собордел. Это Рамзана. Сбербанк. Собордел. Хотя я думал, ока хаян. Так, сейчас, так. Мелхицин нохчибу, бисмиллах, Аллах. Вой вах бош вол вош тайтина. Дал духвах вол вах дар мукшмашли вол. Адлан. Дала диканс бикан бол хона тхан хами Аллах. Адлан стайтин. Адлан дал сидвел, дал духвах вол. И сунайца хитдайтник цудайти юмани ал язин духт я через программу дайтин хирдуцу хакачом билту хакач тердон. Ведь последний дайтник бая до хакачом билту ихроны. Итак, у нас счет 4-2. Хулей. 4-3. Перевесили. 4-3. Это имеется трое задонатили с Ютуба, и 4 обогнали наши инстаграмные братья, задонатили с Инстаграма. Да, дух, да, дуэль, да, муж нашли дуэль. Ну, почти на одну книгу уже собрали. Более-менее дик книгенты. Ну, не супер, но более-менее дик книгенты. Жим хулуш халабах, тогда один вард сунидайна. Хакачон билту аалак. Дальше башлам дал алшуэль, хо, дейресхил, да, дух вахуэль. Турпалху, дал сидуэль, шу. Гумхуай сес на нахчибу, ширдой нахчибу, нашхуай нахчибу, жай нахчибу. Жай относится, само собой, к этим. Какой гоблин, бах, не знаю, гоблин кто такой, башлам, оша. Я смотрел по веткам, у Орстхуя во всех группах ветков 80% чеченцев все, конечно. Конечно. Азба моба, войниш был, цашеку, нохчи, сиди, ларби, шей историк, алязендере, схил, ислам дал духуахуаль.
Башлам. У них 80% J2 взято у 200-300 человек. И стали выдавать как общенациональную. Но даже это оказалось фейк, если посмотреть реальные анализы в интернете. Ну да, я Расул, я слышал об этом, утверждать не буду, но читал я об этом. Башлам, черт побери. Башлам, без предвзятости ты можешь сказать, были наибы в Ингушетии, как сейчас взаимно начали публиковать? Нет, не было. Никаких наибов у них не было. Там они приписывают одному муллу, другому муллу. Никаких наибов не было. Просили у имама Шамиля поддержки. Он пришел, ну, что было дальше, вы уже знаете. Вот эти рассказы, которые сейчас какие-то фотографии появились, что наибы были... Хитцелс, никогда их не было, они гордились этим и говорили, что мы 2 раза, 3 раза прогнали имама Шамиля и так далее и тому подобное. Тенденция немножко поменялась, сейчас уже пошли разговоры якобы о том, что у имама Шамиля были наибы. Ну, какие наибы? Где они? Как они назывались? Те ролики, те ролики, которые видел, это вообще очень смешно. Никто о них... да, Гаджиев Зураб же помогает им. Он и не такой нарисует, и не такой красный горшок выдумает. Валикум ассалам, смарт. Иштунду. Так. Да, харта. Ой, башлан. И уж как дырксунин эси сарендин бош ашкурса и накигиш сюгаду, что из نشخ لات سطح نشخ يبلغ عن سطح قونا يدير شات إيشو يبلغ عن سطح بتاع نشخ حلا يرت على إزاير يكرتو يجا حديث رح إيش تيجنش خرطابا دادان طيب تبوش خزاسون. Но дук новой версии ючел публиковать манере مش قزر دعبا بوال إذا شركات دغنتي مل شركات دغتن شلو ناسون دكسدو و حاجة هو سمعت سوح ضلع سوح خيل ديزون كارت سوح دق دوشتو من несколько раз بيج بول نايب شباس باشلان إنسان بيج بول نايب شباس سوق خاتشات سينساري بون نايب شبون بو تانلش دينا إنجوشيتا ما يجلاش كتاق хуиза ваш постой ярче наш ярче. Ну, я понял, ты имеешь в виду. Ингуши та ясна, тигах хиллаше, тигах хитти бона епшенс. Там лишь дена ингуши та я иш буца бючер солнце. Ингуши иш бартер иш нахшиш. Да, хитрый ход, конечно. И не иселя. Если так посудить, то, конечно, да, конечно. Это он да, шекуят. Если иш бог шталахам кенты, так балдыгдич. Это запрещено, да. قتيجا إيش طلع كنشنا ده ملورا قرويش ولا قلت رويش ويرسن زلم خان حاغما وين عويش وقواتر قلت را قار ويرسن سولنبك и Сулунбек сан Сулунбек вож ола дабило إذا ما هو ناقشة قاسون سويك تيجر صوب شر غاندلاش تير محسن تلي تو باشلا عدالي باي مرادو تارو أي تعتارتيش وشوما دارتهم Сулунбек شاش никогда в жизни شاي غلي وتسأل Сулунбек شاي واست قايد وشاي واست وو الحياة لسوي أس إدعاء شوش تيشن باتسو شو ألشة إيش دارتسو Então, ens ugnāt, stelnēs dienā ingušietē īnaša, hillaša, ens ingušīšu borsan, nākam kītam balēč pošā, ens tā halusa masalā telnēs dienā ingušietē mūjus, ikhač, sto išt kītā, kīdi išt jolšt redu Dagestānā telnēs dienā, tica čem takām duk, Деги Дагестан, Дагестанцы не народ. Ингушетē, деги тейпнаше, деги ночи до дух деш. Цигата требях конца омки ахири кабарденчиш боцов бизнес беги ночи бу. Да. Ингушетию. Да, ингуши тейпнаш деги дух деш венч модель. Ну да, я согласен с тобой. Домой шадер саду до царь хазки та царь та
de la ușoară și, например, baptizăm. Țaum zameridinez, cer accent, разкомат, 67% cer accent, mere după simți, 30% примерно инс. Туал течь болгария, разкомат, 30% иттанах, короче, косак, например, нухчи акценты, переводил школу, отдельно, короче, Ну, диалект не меняет же, диалект не меняет людей, ваша. Диалект, там слышно, да? Ну да, вот диалект, 10 говоров, 7 диалектов. Акцент почти любой ночи. Ударение, ху диалекту. А голландец четко перехожает то разгома бывший голландец. انظر امتى دينا غلا شا تيبدو غلا محتاج إذا نيس تحتي نوحتي مطبوطة بيوتي مستعمل دينا ويتع اشتقيتم شبيل نوينا يزقلن диалект أقل ديش بيجي غلا ورسنا قيتم قلوب نيس تحتي. Да, согласен. Галанчош диалект воистула тирой, экки, орстхой, мелхи, ну, царь говор штани ложь буш, и ща мелбеш, частично даже и тумхал, массар почти что цатербюч буй, если их всех собрать в количественном соотношении, это будет больше, чем население даже Ингушетии. Сундер, с этими вещами нужно поосторожнее. Ну, говорю, воем ишт оле, вой асунха и анзор сундал, потому что... Ты понимаешь по акценту, по акценту. Да, имду. Рустам пишет... Он Дагестане ваш был ночь, амел деш хазгар дартвон. Сун хазгар. Москва, шварт, но хи духал печь, что Москва, ашу. В Дагестане асмачно, швейцар, просто söyle işte yaz bir nakşi. Дагестане ночью будет. Алвалитиш. Дагестане ночью, цу ночью, цу раз вечера. Все равно акцент ночью опцу. Холдер. Войцица сица. Определенные отличия от чеченского акцента. А, например, Дагестане ночью, сон раз вечера. Нахир чистый мощный акцент, цены мот бычи, цены разные мот бычом, цены бычи разные за акцент лошну, акцент уже бычевал, цена уже ночью акцент вышел, вот сюда махаш был ночью. Да, есть такое, не спорю. Например, Халло Сарвай, даже всемирно известный тип, что это было. Сор матвища на густу, чистый ночью акцент. Есть так. Дальше. Вежрис, это телеграм чуабочарга, инстаграм чуабочар, хубо хавши, вопрос адвишвай. Ассаламу алейкум ва алейкум. Бравни швай придумать иния, ю алязин, руст вайвошво. Едер ха да موقع شرسو ديكدا الحمد لله ديكدا خيشر وجري. Юнин Успанов трус, он летом, когда был в КЧР, он убежал от... Он убежал от ингушей и Харивожи. Вот взрослый человек зашел сейчас ко мне в эфир рассказывать, что в КЧР Юнин Успанов убежал от кого-то, от вас убежал, от тех... Дугдаш, Юнин Успанов живет в основном в Моздоке. Цана Учва, Чеца Хульшу, КЧР вед, Грузия вед, Тбилиси вед, Бислани вед, Уериза, Назрани вед, Магаси вед, Малгабеки вед, Цигаши проект, я ж болбяш лишь тагу. Айдела сумма дитя, тюрнеш, убежал, испугался. Вот какой смысл сейчас это мне рассказывать здесь? И все. Я ответил тебе. Башлам, на плоскостной территории были башни. Башня Абурга Мальсагова в Назране, которая была разрушена также в Тарской долине, было около 50. 50 башен. Жалко, что не сохранилось ни одной фотографии. Я верю тебе.
Верю. Вот ты сказал, и я поверил. 50 башен было в Тарской долине, я тебе поверил. И в Назране была башня Мальсагова, я тебе тоже поверил. Все. Молодец, Сухо. Ты доказал мне. Так, я ингуш и валлахи считаю Руслана Бузуртанова позором ингушского народа. Ну, это уже тебе виднее. Как он, будучи главой, не мог знать, чьи эти земли? Анекдот просто. Юнусбек сделал то, что от него требовалось, от федерального центра. Потом он получил должность замминистра обороны. Хайрут, возникает вопрос, как он знал, не знал. Во-первых, не знал. Поясню тебе, каким бы он главой не был, какие-то части, это небольшая часть, горная часть, понимаешь? Он мог не знать эти нюансы, тонкости. Специалисты будут знать. Он спросил и рассказал это. Если это не так, эти специалисты могли опровергнуть его. Это раз. Во-вторых, ты говоришь, что он получил указание от федерального центра. То есть он получил указание от федерального центра сделать вот эту фитну между нами, да, Нохчи и Гала, как ты говоришь, а потом замминистра обороны. Возникает вопрос, вы были тогда настолько глупыми, что повелись на его обман и обман федерального центра, что сделали, как вот вы говорите, там 10-тысячный, 20-тысячный митинг, и говорили там, земля, еще, нам нужна земля, еще раз земля, или там высказывались, показывали баннер, где красным нарисовали и говорили, что это ваша земля была всегда. Она не была никогда до 2009 года. В историческом прошлом она была только на 4 года, на короткий промежуток переходила. Больше она никогда вашей не была. И вы врали еще раз, выступали, делали трафареты. Ладно, окей. Вы говорите, что это было не против нас. Возникает вопрос. Та чувиха, которая, или как ее там зовут, я не знаю, неизвестного там, да, неважно, какое там имя, я не знаю, кто она, которая говорит, но у нас мужество, дух больше, чем у чеченцев был, а вы не засланные казачки из Чечни был, или халагаты, на день, на неделю, выступать, скажите мне, кому они посвящали все эти дифирамбы? Юнусбеку? А Юнусбек при чем тут? Юнусбек, ему подсунули, он говорит, не подсунули. Если он говорит неправду, пусть этот человек, который принес ему документы, скажет, я принес ему эти документы, он все знал, он подписал. Опровергните его. Не можете. Знаете, почему не можете? Потому что правду он сказал. Уж больше верить ему можно, потому что когда ему уже поставили перед фактом и сказали, харцую вы сделали, там не было митинга, почему вы в 2008 году, когда брали эти земли, не сделали этот митинг? Не вышло 10 человек в Агасе. Хорошо, оставим этот вопрос. Это не важно. На сегодняшний день отобрали 7 гектаров земли для кладбища. Коренных. Нохчи, которые проживают в селении Псидах, Дюэлкюрт, отобрали у них 7 гектаров земли для кладбища. Кто вам сегодня мешает, вам, алимам, муслимам, братьям, мусульманам, сделать митинг и сказать «Далу эцнахан кешнишан вор гектар лат»? Кто вам это мешает? Юнусбека сейчас нету. Решите тогда, отдайте. Верните кешникар, талу. Зачем вы порезали? Пришли ночью, болгарками порезали, бросили на пол эти ворота, закрыли это место и сказали, потом судились и отобрали эту землю. Так поступают братья. Başlam, ihu dua düysegi sun hızımı da miçah odin sever. До Дюэлкюрта халагдук. Дюэлкюртана кешникар тела 7 гектар. Петя, ему дали царь ел маель хакара и ха махи судится дина Юнусбеки шуна кешник яртан лат далба оя царь лат муниципалитете дара судится дин тюах лат адахна бюсина абахкен до дел айт ядош колдор цердин
Dvilkjurtar vai noč. Абяхин болгарки цане хиедадини айта и кого лета квасен иметик да квалена. Аяхкан шуяцар керт эла иштихум динацар. Это давно уже идет эта тема, уже года два хайошуюз. До сих пор дайла яци. Велстак давал дел доллах тадахкан хигуни. Идук. Июк тема. Дела ацуном хуиза ой церчаргала из детумамадации. Цверчара – это субъект совсем соседнего региона. Мы не имеем права по закону вмешиваться в их дела. Это должно быть. Я понимаю все, я знаю, о чем ты говоришь, но по закону... Ну, дег иштук сунца, уайчун ха и цаха сунца, пичбутарбац, знает ли наш, нет, я не могу сказать. Но факт остается фактом, что такая вот ситуация есть. Из дождю, видео вайга йоршу, илет уаккайсин коинш вайга дождю, цардинег вайн хукшду. Сахаттар идук. Цухайна хиллег, историшка хиллеган вай дитарду, таганаеш дина дигду. На сегодняшний день это такой вопрос. Итак, друзья, пока мы разговаривали, Анзор Данахти Айтин и Русланбеку Данахти Айтин. Дал Сидвел, дал Духдах Дуэл, Будиснег, Эзершка Соуда улетел. Уже он одну книгу уже собрали, можно сказать. И здесь, так, Хокаха Ибраим Сай, Ютубчур Вайвош Тайтин, Ютубчур Данахти Айтин, Сюнце Берса Уйза, Сомелхи Уцин Нохчу Ал Ишт Данахти Айтин, Мелхи Берзлай, дал Духдах Дуэл, дал Мокшмеш Лилдуэл, وين شو نوع شو دوشون تعطيول تعباك أشياء تيشن بيحبليل وعاش بشي إشبيتر بعدسوي. Так, дальше отвечаем на вопросы. Вот, так, как будет главой, не мог знать и так далее. Дальше пишем. Башлам, Сунжинский, Малгобекский район, исконная ингушская земля, чеченский историк Тимур Музаев, это, во-первых, мне не авторитет Тимур Музаев, дорогая ситуация, Хамбах Пурба Малуэль, Сунжинский, Малгобекский район, это чисто исконно чеченская земля. Была, есть и будет до конца нашей жизни. Поклон веков. Таган шун даделейс уже. Но исконно, исконно яйца хочу. Чувак, сборник, как он называется? Кавказские горцы, сборник. Да, сборник документов. Сборник документов Азгойтовнайца. Вот сборник документов кавказский. Кавказские горцы, сборник сведений. Возьми себе, купи эту книгу, посмотри, как получили назрановцы землю, как вы получили землю Бека Черкасского, на каких основаниях вы их получили. И кто вам их подарил, посмотри. Исконно ваши земли, записано были бы здесь, что они исконно ваши. Они никогда не были вашими исконными. Никогда. Ты уж извини. Ты можешь сказать, что Бек Черкасский у вас забрал, отвоевал. А, да, вы же говорите, что с Иваном Грозным пришел, вас сжег ваших 500 кабаков. Вот только вот интересно. Нигде, никем не зафиксированный момент, из чего вы вдруг взяли, что... Ладно, где это? Вы же любите... Цачур тагайтиш 15 веке. Аж Элма Оля чурч хагайтоль. О, бабушка, покажите 16 века. Ладно, 15 я промолчу. 16-17 век чурч хагайтиш эти. Я не говорю, что наши там есть. Не, ну вашу фенечку я вас использую. Смарта сетя хватит он, ахтир вопрос, сих вашим жуа падел. Также в 1930 году исследователь Георгий Мартиросян также указывал, что это были ингушские. Георгий Мартиросян и ты, вы оба два норнийца. Как мог Георгий Мартиросян говорить, что они ингушскими, когда в 1929 году по желанию собственников, проживающих там добровольно, они в 1929 году вошли в состав чеченской автономии и были уже год как чеченскими. Какие ингушские земли? Ты можешь сказать про казачий Сунжинский округ, или там, как он, казачий Сунжинский отдел, это другие земли.
этот казаческий сунжинский отдел, тухуага, сеть гойтон, собор дела, Джеки Чан. Уэйга, должда архивный документ. А ючел Мартиросянный, Петросянный, а с Юцаряцом, я тебе покажу карту. Вот эта карта. В этой же книге официальная карта, видишь? 1868 года. На этой карте, вот здесь посередине, белый треугольник видно всем на этой карте. Гушима сена. Охазалок чуабочага. Ох юкак. Эй, треугольник гушишун. Юкает зеленый чун. Это все земли. Вот на этой карте. Эта карта оригинал. Это все земли. В 1868 году по этому документу карта называется «Земель горского населения, состоящего в военно-народном управлении у Российской империи». На тот период в этой книге можете найти, вот в этой книге. Свёгер Замадат, вот в этой книге. Сборник кавказских сведений. Все под это документально. Кстати, там ваш любимый Гробовский есть. И он описывает. Эти земли, которые вот так стоят там, в виде желудочка, треугольником, они сходили вплоть до Ильиновки и Петропавловки со стороны Чечни, в том числе Грозная, Самашки, Заканюрт, Котор-Юрт и все вот эта часть левобережья Сунжи полностью входила в состав казачьего полка и доходила вплоть до Владикавказа. Вот эти земли, которые были ближе к вам, Тарская долина, вот про эти земли они взяли у вас и заселили туда казаков. Речь не идет о северных. Поэтому оставь, свои сказки. И Мартиросяна, и Петросяна, я тебе могу каждый документ показать, где указывается. Музаев сказал, то, что вы выдергиваете, что там Музаев сказал, и как у него было выделено, это из контекста. Музаев, наверное, сказал, что там проживали ингуши. Да, проживали. Почему? Потому что определенное время переселились туда. В этой книге сведения четко указывается, что назрановскому обществу не хватало земель, что им отдали Псидах, Кискем, Инарки, Сагапши. Там все написано. Ахбарзуай, там это все есть. Что отдали вам, это царская Россия отдала. Больше я тебе скажу. Все исконные Астхоевские земли, Астхоевские, Акинские земли, которые жили в нижнем течении. У меня есть документы, каждая пофамильно, фамилия, имя, отчество царей, сколько человек, сколько семей спустилось с Хамхинского общества, с Царинского общества и заселили Галашки, Даттых и все остальные вот эти селения, которые Сирноводская и так далее и тому подобное. Зачитывал. Книга называется «Та проблема». Должда архивный документ. «Народ и земля». Вот такая книга. Всем видно? Написана доктором исторических наук Яузом Ахмадовым, Джамбулатом Умаровым, под рецензией Джамбулата Умарова, Гапурова Шахрудина и Яуза Ахмадова. Это ответственный редактор Российской академии наук А. Тишков. Наука 2025 год, не только они. Доктор исторических наук, рецензенты, доктор исторических наук, зав. Отдел народов Кавказа ИАН Российской Академии Ю.Д. Анчибадзе, доктор исторических наук, президент Академии наук Республики Джамбулат Умаров, народ и земля, горная Чечня, начало 20-х, трудах современников, вот так, составитель Яуз Ахмадов. И здесь, в этой книге, черно по белому написано, каждой фамилии, я здесь это отметил, видите, вот здесь видно, да, отметил, могу бегло сразу зайти и сказать, чтобы не соврать, отмеченным, если современные захваты землей, строка есть, как императору величества просили о земли, выпрашивали эти земли, кому они даны, в аренду, Астхоевские земли, которые были освобождены астхоевцами. Я жил в Аштахе много раз, слышал Бекхимахал, что само село Ашты было куплено мелхистинцами астхоевцев в Сунженский район ложью, и никогда никаким ингушам это село не принадлежало. 20 тысяч человек, то бишь 5 тысяч чеченских семей с чеченского народа, 5 тысяч чеченских семей там написано. Не астхоевских, не карабулакских, а чеченских семей. Это 20 тысяч человек покинуло свои родные земли.
Туда входят 1500 Уарстхуай и 3500 остальных. Бильтуай, Битруай, Зантхуай, много-много. Это самого восточного и центрального части Чечни. Они переехали в Турцию, освободили эти земли, после чего они были розданы тем благодарным, служивым офицерам и так далее и тому подобное им потомкам, чтобы они спустились с горной части. Шайюл любой ахока мичадяша, аддац эл, сохарцу эл. Просто-напросто аж хаал, хок эфир дахки шушу. Покажите свое личико, покажите кто вы есть. Эйох, сухараву, башлам, балдик дюйци, сун хагайта, скригати, ададиша, ала, сун хайла, хок эттях. دبر هقل نخوا بخنان هقل وست و یورچش دلیتان گلاش کی دلیتان هرشد دلیتان شون аренду дела даронила 1800 таком-то году. В каком году? Какому офицеру вы написали письмо? Как вы их получили? С выплатой, с разрешением на место? Я могу все это предоставить. Я вам эти документы. Зачем я это собираю? Она остал дяшмучу, донати, дяшмучу. А суна худомячу. Цуна бахам был ба стран шамелдек хагулдича прибатим дати голспетик. Сюк цуна иесушик такинчкюк. Шикинчки икинчки иесович хаусо бүч бой ок метти адушуну. Хокти адушуну язин хок страницит адушуну. Хок адушуну. Нохчик оманте курш сеюшун. И харцу юшун бош. Иду юшук со киди юшумам датс. Я кидяш бахмаш бацас я китигал ди цинош дяш бацас. Поэтому сейчас буч был пютча уэлье. Нужно думать. Стоит врать, не стоит врать. За все эти 7 лет я говорю, приходите, говорите культурно, разговаривайте. Никто вам не мешает говорить. Так, вот ты, башлам чеченский нарнеец. Вот аханьцы Элла, все, ты мне сердце разбил на 1000 частей. Ты меня оскорбил, конечно. Я не могу выйти эфир, жена рядом сидит. О, да, конечно. Башлам, когда вы Бузуртанову фал вернете? Я никому ничего не возвращаю. Спроси у Бузуртанова, он твой одноплеменник или муху. Холчуну. Односельчанином. Олила дац. Махка ашуки хак оману куцюнгана сюгецор. Ты признаешь имамат как исламское государство, которое было на территории Чечни и Дагестана. Признаешь имамат. А как я могу не признавать, если оно было? Оно существовало. Я не признать его не могу. Оно исторически существовало. Йошер. Я ингуш считаю Бузуртанова таким-то. Так, это мне не интересно. Башлам, башлам, без предвзятости соборделш. Без предвзятости, да собордец, а без предвзятости ты можешь сказать, были наибы из Ингушетии, как сейчас именно начали. Нет, не были, я это ответил. Как он, будучи это, я ответил. Дальше смотрим. Я ингуш, я Бадию, Бузуртанов, меня не являются авторитетами. Но это нужно, башлам. А ты работаешь где-то? Да, я работаю. Не в силовых структурах. Бузуртанов, Абадиев и так далее и тому подобное. Вранье. Башлам. Один из организаторов митинга 1973 года, а не 2-го, если что, года, ветеран Великой Джабраил Картоева посадили, и он умер в тюрьме. Братан, я не знаю, кого там посадили, кто умер в тюрьме, я тебе не про него говорю. Во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, митинг был в 1973 году, в январе. Может, мы с тобой разное говорим, что там кто-то, какой-то Картоев умер, возможно, я не слышал, не читал, нигде, ни на этой книге «Ингуши не забудут родных очагов и могил предков», вот книга, основана полностью на документах, я не видел ни одной статьи, где там это написано. Точно так же есть сборник документов Ингушетии, который называется, написан вашим Борисом Харсиевари, Борис Харсиевари, Милвари, об Ингушетии, ингушах, сборник документов и материалов 19-20 века. Там тоже этого не написано, по крайней мере, я пока не доходил. Значит, ты знаешь, и у тебя есть какие-то такие сверхспособности. Я не знаю, Башлам дался и 2 Хадери Эсхел. Сегодня он 25 человек в прямом эфире, это уже хорошо.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи алейкум. Ассалам. Башлам, а правда ли, что Шейх Мурза принял Чапана, как того его прогнали два брата? Не Шейх Мурза принял его. Чеченцы приняли его, потому что он был Чапаном, потому что они его лишили части наследства, ну, поскольку он был полукровкой. Да, приняли абсолютно достоверно чеченские тейпы, но он отблагодарил так, как нужно отблагодарить. А что касается Шейх Мурза, Окотский воевал против Султанмута. На стороне Шейх Мурзы Окотского была Московская Русь, а на стороне Чапана Султанмута была атаманская Турция. И те, кто говорят, что мы их братья, это я думаю, что кто чуть умнее маскируется и говорит о братстве, чтобы войнахисты Чечни подарили им Ачхой-Мартан и Шилковской. Ну, возможно, не знаю. Нету таких, как говорится. Башлам, Моша, кстати, как тебе новости, что по ДНК и по МТ-ДНК и по АйДНК установили, что коренные скифо-сарматские аланы чеченцы? Это хорошо, я рад, если это так. Башлам, правда, что название Алания происходит от завоеваний, куда входили кавказцы, как, например, Советский Союз. Башлам, правда, что название Алания происходит от завоевания, куда входили кавказцы. Ну, входили кавказцы туда, да, но от этого появилось название, не могу сказать. В Чечне есть тейп Алгай, есть. В моем родовом селе, и они чеченцы, чистокровные. И тейп у них Алгай. Цхорвай есть, Вяппи есть, все они ногчи. Абсолютно правда, все они есть. И не только здесь есть, но они есть и в Аухе. И подарят ведь наши войнахисты, если Бузуртанов один день выйдет в эфир и скажет, что мы братья и все растают. Ну да, есть такие наивные чудики, которые... Бузуртанов позорит ингушский народ. Я как ингуш это утверждаю. Ну, хорошо, что хоть ты проснулся. Мои сообщения не читаешь, я читаю все сообщения. До смартик хаттер долетаешь. Вот со всех чехера. Бошлам цечуай с нашего себя относят к акинцам, а не арстхоевцам, говорит. Ну, я не хочу вмешиваться в эту тему. По мне, еще ногчебу, это самое главное. Это сказал сам Красная Шапочка Гаджи. О, да, мы Красной Шапочке верим. Красному горшку мы все верим. Почему не читают мои сообщения? Я прочитал, да, именно так они и говорят. А что им еще говорить? Герой, Шбацер, Цундер, Язым, Башлам. 3 ингушских подхода возможно увеличить показатели любой гаплогруппы вплоть до 100%. Вполне возможно, вполне возможно. Так, дальше видел один ролик, где у наших ингушей спрашивают, кто они считают героем, и они отвечают Богатырев, Михайлов и так далее. Что это за пипец? Не знаю, что это за пипец. Обург Мальсагов, то Башлам. При ингушском подходе возможно увеличить показатели любой гаплогруппы вплоть до 100%. Наверное, Башлам, при ингушском подходе возможно так, гаплогруппы. Это зачитывал, обязательно вернем и так далее, так дальше. Башлам, это не отдельная цивилизация, не другой планете. Это вопрос мы обязаны решить. Мы мало что решаем, интересно. Хуже евреев наши соседи. Так, это уже понятное дело. Неужели некоторые братья не понимают, что наш народ хотят разобщить правильно на мелкие крупицы, чтобы потом прибрать наши земли? В свое время сделали сионисты после того, как погубили Османскую империю и прибрали. Хороший пример, да, неплохо. Башлам, с какого тейпа был Алибек Хаджи Алдамов? Нет, не Чермо. Алибек Хаджи Алдамов был чистокровным Зандко. Зандакский его зовут еще по-другому. Алибек Хаджи Зандакский отцунов. Палестина и другие мусульманские страны и так далее. И 100% человек, если один заблуждающий что-то скажет, ты почему считаешь, это будет истина? Я не понял, кому претензии? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Что за книга? Какая из них? Книг много. Как они так? Башлам, дигорцы говорят, их предки звали Дигор, может это и есть акинец. Я знаю, что дигорцы близкородственные нам, это однозначно.
об этом я читал, есть доказательства, что они вышли именно с войнахского кластера. Войнахскими называли в то время чеченцев, ингушей, то есть войнюк, ирхабиун, царь, гергалу дошхло. Что читаешь, молодец, что читаешь все сообщения, а не как обычно пропускаешь нароком. Извините, я как могу, так и читаю. Смарт Соверлон, задавай вопрос. Смарт Охатка, Чуарца, Хатта, Ошер. Батван, Уиза, Хатта, Ударса, и терти, ехкана, устани чать. Ушу, так, ваш Уиза, вдык указай, уж, ханду алих канюнс, вдык указа, елги цигах. Хейнлат нашту, и так, وج دريالي إذا مصو ويجر مستعيال ويكرر تاقي إمشيتي يدوح إنجوش كأخرج إماسو شرح يدوح قبيسة إنا يحين لا نشتاعنا. Отвечаю. Все затеричные селения, которые на левом берегу, включая Владикавказ, Моздок, Черленая, Николаевская, Александровская, Черленая-Узловая, Кизляр. Но Кизляр в большей мере не столько против чеченцев, хотя в основном и чеченцев, но против персов, чеченцев и остальных дагестанских народов. Но остальные все, начиная от Владикавказа, все они построены против чеченского народа. То есть, чтобы их... Это первая кордонная линия, которая есть. Вторая кордонная линия. Назрань, крепость Грозная, Петропавловская, Илиновская. Сунжинская линия, вторая кордонная линия, она построена против, опять же, чеченцев. Потому что плодородные плоскостные земли Ермолов уже отобрал, он хотел загнать и довести чеченцев до неизможения, то есть, чтобы они были покорными, покорились. Ну, там, кроме этого, есть Самашкинская, Михайловская, Заканюртовская, то есть, Ехкинел, Меткшири, там они уже посадили и назвали их уже не терскими казаками, а назвали их сунжинскими казаками. Хотя это тоже выдуманное название, и сунжинские, и терские казаки, как говорится, проект, как говорится, царской России. Вот, что касается Ангушта и селения. Там есть одна легенда, в котором говорится, что основателем селения Ангушта является Ченти. И есть достоверным угодом, документально заверено, что это три документа. Одно, что Ченти основал, второе, что ингуши, ангуштовцы основали, и называлось оно Заурово, но там речь идет о землях правого берега Владикавказа и нынешнего пригородного района, частично Хулпы. Этой части, это селение называлось Заурово, и оно принадлежало ингушам. Есть другая версия, осетинская, что оно называется, как же, Джау Закау или Закау Джау Ютята, название вообще, что это раньше было селение там в этой местности, что оно принадлежит осетинам. Ну, так говорят, по крайней мере, осетинские некоторые и блогеры, и представители. Я не могу сказать однозначно, не влазил. Вот три версии из них, наиболее документально заверенная, которые я видел с документами, не могу сказать, подлинными или нет, оно основано, наиболее самая сильная сторона у ингушей. То есть эти документы я видел, про Заурово видел до основания, что там эти земли были. Там есть разговоры, что Владикавказ несколько раз меняет свое место, его сжигали. Мансур, они же сожгли его. Ягин Лошуиза, его не восстанавливали долго. Само собой, все это делалось только ради одного. Это Дарьяльское ущелье. Это чтобы его, как говорится, контролировать военно-грузинскую дорогу. Чтобы Грузия, в любое время Грузии можно было поддержать, могла поддержать царская Россия, само собой. Союзниками в данной ситуации Грузии была, после подписания, как этот трактат называется, я не помню, Грузия попросила, она же была в подданстве, входила в состав Российской империи. Вот, Иштяр. А что касается владением...
Документы свидетельства 6 мая 1784 года после выселения чеченской семьи было заложено новое укрепление названия Владикавказ. Но что ты говоришь? В 4 местах от древнего чеченского аланского селения Сасанбу. Это селение теперь новорусские военные документы называют Саурова. Селение, Я могу тебе ответить. Я могу тебе сразу ответить, если ты хочешь. Чтобы ты понимал, чтобы ты знал, Смарт. Даже в тех сборниках документов, которые у меня сейчас есть, оно касается первой половины даже 19 века, несмотря на то, что первая административная территория Ингушского округа была создана в 1860-1862 году, ингуши везде пишутся как чеченцы. Чеченское селение, чеченский. Поэтому на этих сведениях, документ читали сюда, хоть эта книга написана в 1870 году, они говорят, чеченские земли доходят от кумыкской низменности, то есть сулакский, кумыкский изюи, междуречие териками, сулаками, меткари, низовье кумыкские, от него до осетинских земель Алязниду. Это все чеченские земли. То есть я предполагаю и думаю, что в данной ситуации здесь под чеченцами конкретно подразумевается общество ингушей. Поэтому же Чах Ахриев говорил, мы ингуши, по крайней мере, так везде пишут, чеченского племени. Вот так. Я думаю, что это указывает только о том, что ингушей называли в то время чеченцами, и все. Не было такого названия, как ингуши. И ангуштовцы не было. Алхама, там сперва они их называли ангуштовцами, потом есть некоторые карты, где они написаны как юнгуши, через ю букву. В конце концов они уже перешли на и стали ингушами. Вот ищ ситуацию. Владикавказ енчулт эхебае тигон хадохар из Владикавказ шохцалбаш тигюхи заселились аду осетины. Ну и раз я знаю, ваша на самом деле إيش حباك لإلهتنش ويشير كراخلا غلغات وانا ويتساخلا تساقامخلا وي еще до разделения дую ваша إلهتنش ويخلا но وقعت أنت в жизни мазал керри. Ну да, есть, это я с тобой согласен. Я с тобой полностью согласен. Да, есть такая версия, что от современного Владикавказа с Алма-Элери его переносили. Они говорят, что Владикавказ кечмета халабахца, и люди уже начали потом уже вокруг крепости садиться. А вокруг Назрани Мухала то же самое. Построили Назрани, Гона, Уаха, еще не юрт наш, потом они вошли в состав. Единственная крепость Грозная, когда построили, крепость Грозная построена, стерев оттуда все чеченские селения, кроме одной старой Сунжи. Кидайл, Юрчтхэ, Ялхюрт, Ягаина, Хуторш, Ягаина, Цигайна, крепость Грозная. Ага, Кайра на пустыре садились, и вокруг уже образовывались общества. Да, есть такой документ, я его читал, где говорится, по крайней мере, это российский документ, где они говорят, что сперва основался Владикавказ, а вокруг потом уже образовались остальные. И я это читал. Не могу сказать тебе о достоверности, если я шел на Смарт. У тебя источник какой? Смарт. Смарт. Источник хуера, и царь, а я шел документ, я царь. У нас источник свободила Хаджисуля. А из Даяши Гяцер Саурова чеченское общество бяха. И источник хуя, а нас вы? Под Терского казачества Владикавказ 1812, страница 144. Да, ю. Это как раз таки считается, что этот период, хотя 1812 баря, там же есть места, некоторые места, есть некоторые места, где... 1812, да. То есть выпуск книги, а так даты там, документы свидетельства там от 6 мая 1784 года. Я просто что хотел тебе еще подметить. Смотри, ситуация какая. По документам, которые есть в тот период, у нас есть карты и документы официальные, это не подделка того периода, где карта называется, это еще со времен этого Гюльденштейта,
есть карты, которые от этой военной грузинской дороги, грубо говоря, от Нориальского ущелья, от этой, вплоть до Каспийского моря, и в том числе Алаша, Мелдер, Шюк и Булша, называется Мизджеги Алязендуцтя. То есть Мизджегами называли. Есть такая же карта, которая есть полностью написана Кистинцы. Потом они от названия татарского отказались, это Мизджеги, татары называли, то есть татарские общества, а татарский язык в то время там считался международным, да, в той, по крайней мере, потому что они с ними сношались хорошо. То есть они понимали друг друга, у них были сословия, то есть эту ситуацию. А потом появилась карта Кистетия, у Гюльденштейна название от грузинского названия Кистинцы. Многие немцы написали Кистен, Кистетин, Алязиндуюза, но карты они есть 19 века. Но и от этого российские уже во времена Берже они отказались. В начале Берже еще где-то есть, где написано Чечня, Чечения, Нахче, Алязин карту. Это карта начала 19 века, это во времена Ермолова. В то время они уже пишут на территории Нахче, Алгойчтуца, Чечня. То есть они еще признают это наше название, самоназвание. После этого на всех картах, как один, они уже начали по отдельности бить. Вот у меня есть карта Броневского. Вот на этой карте кистинцы отдельно, ичкеринцы отдельно, чеченцы, свободные чеченцы, мирные чеченцы такие. Ищаешь отдельно бу. YouTube чуниш рейс тахана, на вопрос не отвечаешь и донат не читаешь. Собардел. Ищет ситуацию, Анзор. Собардел. Сучуял ватер ваша. Так, захожу. Ютубовские волки. Астама яшир. Берсас элла ютуб чур задонатине. Сомел хауц энох чеву дерес хил ас эл дайяша. Дальше. Пришел донат. Берса отправил. Я жил в Арштах. Бяхмабилаш. Здесь донат и атенцунде, даешь ешут, вопрос с донатом. Я жил в Арштах и много раз слышал Баккинах Олша, что само село Аршты было куплено мелхистинцами у Арстхоевцев Сунжинского района Лоршью Иза. И никогда никакими ингушами это село не принадлежало. Кэтта, выжри, дал Сейдуэль, дал Духуахуэль, дал Нукшменшлил, хороший вопрос. Он хазирец, канту эллаги. Аршты яц? Хазир, не яц, олшказ дацесу, но... Мелхаш яц, его шуэй варцу, иштеяла. Так, из-за этим жваптели башлам. Если чеченцы рассердятся вместе с Рамзаном и повесят вывеску в Чермени «Чеченская республика», на этом закончатся все споры. Спроси у них, когда побегут Бузуртановы и ему подобные. Я задал вопрос, вы слышали, Турпал задал вопрос, куда они побегут, когда все закончится, когда Рамзану рядом с Черменским постом напишет «Чеченская республика». Так, это мы ответили. Смарт. Насчет Дарьяльского ущелья у нас осталось, кажется, да? Ты это говорил. Брат... Дарьяльского и в каких годах образовали Ингушский округ? Ингушский округ 1862. Алмелерес. И на чьих землях? Ну, само собой, на чьих землях? Чьи земли здесь могут быть? Только наши. На наших землях, конечно. Все поясняю, хорошо. В 1862 году Ингушский округ, если говорить документально, исторически это были наши земли, но на тот период в Кавказской войне мы проиграли. Ингушский округ был создан частично на чеченских землях, частично на землях Бека Черкасского, который в дальнейшем продал эти земли царской России. Вот так была создана Ингушский округ. 1860, некоторые 60-м говорят, но 62-й, 64-й это официальная дата создания его и появления его на карте. Впервые он появился вообще как административная территория. Что касается Дарьяльского ущелья,
правил Дарьярским ущельем некоторые говорят двоюродный брат, некоторые говорят родной брат Шейх Мурзы Акотского, Шейх Мурза Акотский, и уже Султан Акотский вартиеш мячу суэй. Эхкаш хла элдуйс. Эхкаш латвашер о. Что царство получает? Другие говорят, что это ущелье принадлежало и было за Феппи, то есть ближними кистинцами. Веппи ол в царах, церкрайер ол. Ну и те... Веппи из Ахки только много бацепиш. Веппи. Бу Ауховский нишан. Уж там бац. Кузар Ингушетия ниш бац. Они идут как отдельно. Эхка идут как чеченцы, а Веппи идут как Шахар. Веппи Шахар албуш. Ну будешь. Феппи. Феппи Шахар. Бошла. It's Ингушетия. Бизнес вуш... Das ihr da Tombosch, was ich jetzt aber am Sia Bochen, я написано пиваться, что царь модерис. Не, смотри, я не могу говорить, талант Сигабеш буй, они официально еще с 17-18 века Цигид Аязина, Чах Ахариев Далгац, Массар Аязи Мубуш. Веппи, они записаны под ингушами. Феппи, потому что из 4 шахаров, которые есть и которыми они считают ингушскими, один выходит от них. Но вы, теперь Феппи цебются, но вы ниш, аухя ашбеш, вы нохчичуа ашбеш, куршлой, гумся, аш Веппи будука нохчичуа. Они относятся, они издревле как назывались ближними кистинцами, с тех пор они как были нохчи, так и остались. А иш дейц волахам, ингушетия, мел ашбеш, дукабеш, вы не шабеш, вы бон, и он вы дейца. Ушем, вы бой хустер на свой газ, ты гуду хан. Я забыл, что Веппи бой, уж Прерваться, берем. Вошел, прерваться, берем. Не, я иш дать собак. Иш дать собак, смотри. Все равно тигга больше, тухом юг больше. Малыш, знаешь, за ауки банер, это хистуш модацивай. Не, ну инс говорим, танеш дина, тановой мулу, что тана, шеш, ахаты церковь. Сегодня, когда ты спрашиваешь у людей, что между кому вы относите Оле, сегодня они себя относят не к ахинцам, они не к чеченцам, они говорят Голеду. Цигаш пеш бьют у нас, ингушетия пеш. Да кахас боят чеша. Изначальный корень буй и царин ставан шаш миш отнеслись что и уже к его просто. Не, иш там будер, так-то они относятся, конечно, войниш будешь, цап, хехет и шума, да, они чистокровные, вой колмахнах будешь, войне их будешь. Это дарьял, вы керер, мацуашара дарьял, это элария. Го. Так, это кажется 17-й. Кажется, конец 17-го, начале 18 века, да, я литиш эрдухтигасом, галцеваляй. Если я могу ошибаться, почему? Потому что там нужно посмотреть первый договор между Россией и Грузией, царь Баабана, договор заключить Эрдуцик и Аязин. После этого определенное время они договорились, что совместно будут Эрдуцик совместно, хотя я могу опять же путать, совместно Буахбирбу и Дарьярский ущелье. 1801 год, да, Грузии и России. Дуй? 1801 дала, значит. Договор. В начале 19-го. Дополнительно хантар колбаса его дарья вахенчур. It's tamamlash dinaat asiyada yuqa dargal source малкешна. Даргавас. Это история, да. Дела, я бодыгды ислам, смотри, я максимально пытаюсь не выходить за рамки нашей территории, бодыгды ислам. Башлам, вот историю что, вот территории между еще штатов, люди воспринимают это, к сожалению. Кто основал, кто там жил, и история история. Ладно, хорошо. Хорошо, я тебе отвечу по-простому. Сун Цахал. И считаешь, отвечу, урад. Я не знаю. Да, мама, тут будет я тебе, Сун Цахал, у меня
есть свой, я элдл хумдуй, смарт, оно воспринимается не так, как ай асибовский порцияный слой. Башлан. Оно все равно звучит немножко... Башлан. Буду башлан. Дийцан ханхуштик, дийцан суналец. Som sådana informationsga just det bakla i hela chatten det så viktigt. As från tema tanumna tsaqiet så jag går milberknas bas går bilberknas ashbesh så går så där så det påsk grejer i raske bas med sånt här med års. Belgi historia юж бушей шейце это хилдош это исторически латнаш юж буш войно ши латна жу удош те официальный неофициальный ран ман ан босу юж буш а вы истории вы тади историки вы исторический факт хаите войниш мач юболцун Да, могу тебе ответить на этот вопрос. Всех, кого ты перечислил, все имена, которые ты назвал, ни один из этих людей, которых ты перечислил, ни один из этих народов, как таковой, не сопротивлялся и не воевал против царской России. И когда что-то возникает, они говорят, мы были с вами, одни говорят, мы были верно подданными, мы никогда даже не стреляли в вашу сторону. Другие говорят, мы были самыми большими союзниками среди всех кавказских народов. Конечно, не могут ставропольские ничего сказать. Что там скажешь, если всем прекрасно понятно, откуда они появились и как появились, все прекрасно знают. Царь Гудуйцаду. Шада бяхкин бой хушду, царь гелатни, шада не хушду. Но в остальном плане, Сюли что делают? А цаум дома день, а царь Боди, Москва, да, бьет. Сундера, ночью видеть все. Башумас копейки армианга один алилор ватсун подал мукладал дух вах войл хитхун. Так, особо делаешь. Так, Башлам, Тисаев в статье пишет, у алагирцев есть села берега Элдетала и так далее, там, и у них также башни и склепы, как Старочечен. Что думаешь? Я не буду комментировать или цитировать слова Амина Тисаева. Амин Тисаев это Амин Тисаев. Эти вопросы лучше задайте ему. Не хочу я никаким образом с этим вопросом сталкиваться. Ассаламу алейкум, братья. Мы с Ауха, мы чеченцы, будем и были всегда. Ауховские волки. Как видите, я сам в ауховском изделии, так сказать. Ну вот, походу, у меня трафик закончился в Телеграме. Ну, ничего, еще пока держится. Тундера аухой махкар бежлашка дал сидва дал духдахтва. Итхуна по вопросам Шан ответь. Не понял, Бибулатов 07. Как-то что-то я вроде бы ответил на вопрос. Алло. Я вроде бы отвечаю. Неправду, Башлам, Олгай и Фяппи вплоть до советской власти отмечались отдельно. Ну, я не говорю, что они не отмечались отдельно, что духдаш. Давайте я поясню вам одну вещь. Я вам поясню одну вещь. Дело в том, что я сказал, что один из шахаров, если ты хочешь сказать, что Телеграм не работает, я знаю, там закончился трафик. Ауфидерзейна, да, он. Так, и еще один Берса задает вопрос. Башлам, аскапей кармая она гулилор вацходан лада духва хуал хотхун. Берса дерес хил да сидуэл да духва хуал. Войнам башкы. Он дахм хошу дацна цац книга хума иец она остал дахил чане. Ой мацабах дал сидуэл. Он жвап дели. Ой дал ваха. Ицуна жвап лураду. Телеграм уже все. Вы можете не писать, не звонить. Почему? Телеграм уже закончился. Никто блабах. Охудайл трафик бах. И продлить всю гелуриат, к сожалению, с нашими-то возможностями. Итак, дальше смотрим.
Смотрим дальше. Башлам Тисаев, это я не буду отвечать. Алло, ауховцы дук болчер нохчи вихо эльч ват свенех ухунд олтак. Тур хердалво, милво. Адугваг, ойниш батки баш дедиш. Давай оставим. Ауха ашбеш сюли буй хардуй бош и пичу чаш вайдуракшу. Ауха вайнеху милво. Это уже болтуны. Та войнах бац ауха ашбеш нохчибу. Донат отправил ингуши, с какого года переименовали ИИ. Да я понял, Бибулатов, отправил ты, не отправил и даст. Донат отправил ингуши. С какого года переименовали ИИ Болкуду? Ингушей переименовали когда или что? Я не могу понять. Задай, Бибулатов, вопрос четко. Я не понимаю, о чем ты говоришь. ИИ что, искусственный интеллект или что ты имеешь в виду? О, так, и нам еще задонатили. Задонатил нам... Так, это я говорил. Пока Иштхалду Рустам задонатил. Рустам Дерескил, да, духуавал. И брат Моусар задонатил. Моусар дал сей дуэль, дал духуахуэль. Дал мукшмяшлил дуэль. Он стал мялячен. Огромная благодарность, братья. Вот мы уже, как говорится, начали мы в 10 часов. Сейчас уже 1:30. И за 4 часа мы собрали... Ну, уже неплохо. Из-за цунаха дану ата кенечком царевой. Башлам, я сам ногчи с хасавюрта, я знаю, о чем я. Моусар, это я. Моусар дал духуахуал, Моусар, красавчик, я зачитал. Я понимаю, тур хардал, ваша, да, духуахуал, но вайнюк аха, ваяцум шахлардал диз, мы должны понимать, что это социальные сети. В социальных сетях нужно очень вардал диз вай. Анзор ТГ накрылся, трафик, да, я лацучер, поэтому отключился у меня. Да, маяльно полностью. Дук я царь, я там купил на 2 часа у меня и закончилось. Поэтому отключился. Продлите вариант, яйца уже там. И цаду шел далаха. Вот что, та проблема, я цари. Да, маяльно, палсик бокцусу. Я его поправил, отключился. Но ничего, да, Анзор, мы налаживаем. Цажимац, вариант его, чекаф, еще чекмаяна, Ибраимик, дейтинаси. Дал эту бойл хаваша, дерес хил клингер. Егор, немецкий борздюхан дейцун. Как ты, ваша? Дала мукш мяшлил войл, дал си дуэль, вей. Должду, далуштольшки, она остал дирду, иштхунду. Что я хотел еще сказать по поводу данной работы. Мне почему-то категорически очень сильно не хватает времени. Просто-напросто уже алейкум ассалам. Время от времени у меня ингуши хейц с какого года на и ингуши. Ой, блин, я даже сейчас не помню какой год. Это уже их начали, с 1810 года они уже записаны как ингуши. Я думаю, что с конца, с 1000 первые ингушские старцы поехали и подписать, чтобы их приняли в подданство в 1770-м. Это, по-видимому, конец 18-го, начало 19 века, в этом промежутке назвали их ингушами. Ангуштовцами их называли, юнгушами называли, уже в конце уже назвали ингушами. Ишь ситуацию. Там имеется в виду, у меня
VPN ценится, проблем шусах этих. Хочу сейчас наладить вот этот вопрос с маршрутизатором, если это правда и все достоверно. Так, не служивой. Ну, я уже и так, там. Сейчас, чтобы вы не знали, по всей России вроде бы говорят, что они более сильно будут ужесточать ситуацию с Телеграмом. И Телеграме цене, и вопрос решите. Дин болма бюльнаха. Тогда уже будет, как говорится, еще и от Телеграма аудио вопросы задавать, оно намного проще. Инстаграм сегодня, вот я переключился, вы знаете, ассаламу алейкум ваша. Имеет ли значение окончание названия тейпа? Имеет значение. Конечно, есть такие высказывания и понимание этого. Руай, хуай. Ишь, чувствую тебя в основном. Значение имеет. То есть ты можешь определить, к нашим тейпам относятся они или нет. Вот. Башлам. Хоуна паргат VPN üyeş Мәтсон. Ларта VPN. Валла билла хатишер мамац. Вайокчуа донате тири. И донат аэц. Я купил на год трафик из VPN. EMADH ODQL. Подключил его. 3 месяца блокирует, обновляет, ключ присылает, блокирует, обновляет, ключ присылает. Я захожу сегодня в эфир, зашел в эфир, сегодня начал с вами, вы говорите, лагает. Я зашел, уже кличун чувал, к государству чувал, сейчас уже более или менее. У меня показывает в HD формате, у вас, видать, плохо показывает. Там есть одна вещь, которую нужно... И моя снядан историю шерис. И что? Башлам тхундук виз хадалду хуахуал. Омар. Аух махкер вежри дал сейду шудат цари шиацер вайдан ма. Вайгдалушки парона вастал диду вайца аду. Это он яцаши куячун. Ауховский вопрос, как был, так и остается на повестке, и его мы никогда не снимем. Ваша шикрвай увай отец ночкилую окна сонохчу вацма бог. Шикрвай саденаню, шикрвай чистокровно ночибу. Раз халкило, ночкило, это вообще даже не обсуждается. 2. Хонохчу вацма бог швеги, хохардаци бог швеги. Мурад. Дагах. Зависть. Бюхал. Дваг аржал. Йолчнахи бедуйцер датсон. Шерву. Вошву. Ламру. Ламан хуаво. Цин нохчиво. Хонохчиво. Цаха. Ай хуса. Ай просто. Гон. Монисту, что ган. Халилар. Хадахар. Дахуякшул машинш, ха Германия подчалка ашхылар, ха куркячвалар, нех хаг, нех бюр дегнеш, нех зависть эду койцуну. И хумно бе деш датси, цунчу бе эр датс ханохчивац. Ши вара дени ахир шикруай, халкилвай, нохчкилвай, нохчибац болчу. Хаволи цамдас уж бац али доказать будешь? Цамдас. Самый бубош, вот ночи бубош. Я сюлишах, я раскрышах, я кич камниш, абюла бац, байниш ёлш. Шейд я Петроглевшо, шир байниш, галнаш, юртнаш, лам, шаек ёлш, дол тейпнаш, цершях штак, му орду.
Башлам. Башлам. Гой хула сiyah böyle g'oy xul. G'umki bu noqchi bu veşli. G'oy noqchi du. G'umki arbitr bu veş. Da bäkin bola ba sa şey mahkar bu veş. İşte imdu no hatana Мурад, если бы сегодня, если бы сегодня ты бы занимался бы раздачей, у тебя было бы миллиард бабок, ну, миллиард, 2 миллиарда денег, ты бы туда деньги, сюда деньги давал там, занимался бы там, знаешь, тем, кто там что-то говорит, сразу копейку давал, бросал бы, тогда бы ты был бы любимчиком. Ты человек, который стараешься, трудишься, работаешь, понимаешь, пытаешься стать на путь истины. А сделать это в Европе своими руками, своей головой очень трудно. Тем более законным путем. Я знаю это не только в Германии, даже и в России. Что касается твоей родословной, я тебе сказал, это не обсуждается даже. Один внешний вид, но есть те люди, которые ты как ведешь себя, манеры твои, кого-то не устраивают. Ну, видишь, фотографию, которая 23 года тому назад была, я еще был студентом первого курса, шла война, я со своим братом сфотографировался, он в майке, я с коротким рукавом в футболке. Взяли эту фотографию, закинули и начали говорить о каких-то нетрадиционных ориентациях людях. Почему это люди делают? Потому что они сами больные, понимаешь? Они больны вот этим ЛГБТизмом и этими вещами. Мне никогда в жизни сайвешин тол кюк дуакарду ас мараулur ас оба эрду ас сайнанина эрду сайдена эрду и дюч хаздавадается. Это моя кровь. Тхоцхан кира айхкин дутханан. А больной человек взял, вытащил, залашунядин на острове Эпштейна еще фотографии был, что сунцуна бирбарду. Но сунцаумха и хунчуквасин остага. У него явно с ориентацией непорядки. Понимаешь? Те люди, которые тебе говорят что-то плохое, пытаются как-то тебе задеть, это просто зависть. Тупая зависть, которая этого человека, грубо говоря, съедает изнутри. В моем понимании это так. Я не лезу глубоко в твои проблемы, хотя я читал различного рода. Я знаю Мурада, который пришел ко мне в эфир. Я знаю Лорса, который ко мне пришел в эфир. Со мной разговаривали, общались. Я не видел в этом ничего ни политичного, ни аполитичного. Будь ты в какой-либо партии Германии, где бы ты ни был, АДП, ЦДФ, мне без разницы, где бы ты ни был. Ты норчик, который достиг законным путем, занимаешься своей работой, как ты продвигаешь, как ты показываешь культуру, какую песню ты слушаешь, какие картины ты любишь, это твое личное дело. Я не могу тебе, как говорится, со своим самоваром не ходит. Да, он Германия, он тогда ты, извини, должен где-то у себя дом построить, заниматься своими делами. Но уж точно это не прокатит, грубо говоря, в плане того, что ты будешь заниматься политикой. В политике нужно, грубо говоря, где-то вести себя по-своему. Я знаю это. Ищ ситуацию. Цунера, да, Маршал, да, могешь бочать, на мой цен, айлумдац, ну, дал эту боль, массера боль. Дикумант يعمل والنقش قوما دو عليه شمال وجه دار أتوبر اشتغل دقهم вот такие вещи. Да, несмотря на то, что у нас еще осталось, ну, время другое уже. Мурат, время уже другое. Буинш бячи, эршхоши, не всегда это уже наделай. Башлам, халу охи, хажа,
Кригербохаг. Башлам хал охи хажан Кригербо. Цакай терсо хал охи хажан был куду, я не понял уже. Прошлый раз, когда в эфир пришел, Мурат пришел в эфир с Лорсом, мне в директ написал один чувак, что типа Мурат тебе заплатил за то, что вы с ним общаетесь в прямом эфире, ты ему дал доступ, чтобы он говорил, там, выступал и так далее и тому подобное. Я Мурада знаю по эфирам, вот так мы знакомы, зашел, поговорили, пообщались, никогда в жизни мне Башлам с Нуха, дигду, все, кета, цехи, сняха, Нуха мне ничего, ни копейки не давал, и мне не платил, и ничего. Он в прямом эфире сказал, когда, если у нас дела пойдут нормально, мы будем тебя поддерживать, чтобы ты работал хорошо, донатить и так далее. Это он сказал. Больше ничего мне Нуха не платил никогда, и я даже об этом и не задумывался. Зачем человеку приходить и говорить о чем-то своем родном, и чтобы за это платили? Мне, насколько я знаю, никогда за эфир, за то, что приходили, общались, никто ничего не давал. Кажется, раза 2-3 лет, 5-6 лет тому назад, 2 человека заказали у меня рекламу платную. Я только рекламу сторис закидываю, из-за того, что у меня высокие просмотры. Все, больше никогда ничего не брал, ни статьи заказные не писал, ничего не делал. Только то, что я хочу. Поэтому, к сожалению, те деньги, которые Нуха отправил якобы мне, так и не дошли. И смысла ему платить мне никакого нету. Я ночью, он ночью. Мы говорили, рассказывали, общались о генетике, говорили о истории, говорили о том, что должно быть и как правильно. Вот. Ну, завистливые люди, завистливые во всем, к сожалению. Аллах, это бойл в Европе ночи, нех амин. Бизнес, политик, спорт, махуил, языцар. Абсолютно согласен. Европе рвала ночью, и цахвала ночью, и собах, да вообще головел. Ну, асаума иштум динадец, эшташи забри иштуй за قيغوهم سنجدات صدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Так, Башлам, дошел до тебя донат. Нет, больше донатов не было. Те люди, которые меня поддержали. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. 6 человек в Инстаграме задонатили. Это то, что у нас на канале, в поддержку нашего канала, кому сегодня эфир понравился. И Соболел Ибраим прислал 1, 2, 3, 4, 5. 5 человек задонатили через YouTube и 6 человек через Инстаграм. Вот. И что aldım. Ona поставлять массандере схыда духтахтвал. Но у нас есть еще 13 минут. Так что задавайте вопросы, если есть пожелания. Ваша и донат хую, как это работает. Но Ибраим, он чеченцы дзурдзуке канал Юша из-за Германии ашвон войвошуйся. И сумона осталдяшу. Там на Ютубе есть программа Donation Alerts называется. Донат — это добровольное пожертвование. Ты помогаешь, отправляешь
поддержку канала, чтобы там купил книгу, карты, там поддерживаешь столько, сколько хочешь. То есть финансовая поддержка. Если живешь в Европе, можно через İbrahim'se Европе channel через YouTube чуха, есть там Donation Alerts программу через него. Если ты в России, если у тебя есть Сбербанк карта, вот у меня снизу экрана прикреплено, там видишь банковская карта Сбербанк. И набираешь, отправляешь сколько хочешь, поддерживаешь канал. Это добровольное пожертвование, поддержка каналу. Помогают каналу, чтобы развивался, чтобы покупал там книги, карты, если нужно там. Если, конечно, есть возможность кто-то. Но это стандартная, я в Германии. Тогда ты можешь только через Donation Alerts. До İbrahim Sayat'in ссылки. İbrahim son лички чудо Sayat'та хитр Ватсон. Сикшлане дает только. Германия очень. Ну, с Америки мне присылали. Давно это было, Ташибурталх, Кобурталх, то есть Халшарадукой. Один брат с Канады прислал. Для меня это были огромные на то время деньги. На то время, да, $50 дырцу дает. Это большой донат. Канадирам, с Канады и с Америки доходило. С Канады и с Америки доходило. Не знаю, как там. Ситуация. Я не могу копировать. А сундер мэля, ребрям, Инстаграм, директ, что цаяйте, ссылка, да, хочеряцон. Сида хира, кешниш мич агорду, хайхон, башлам. Хадахнаш, дюйцас. Милч агорду, сурч дувайгаюш. Мало бозиха агордеш, дер дуйтиеш, мя чувство точно с пич бутербац, но ищу дуйха сонш. У меня есть видео, фотографии, видео, было раньше видео хинтиатча, сорч дистанцию, чуа сорч дуйхасу. Лаура Грозный, 1968 год. نوح ينسخور داس قانه سون غنا قصد دغه شوي نوح شو والروات سون كبير ودر داس سون هم شادي قلدي دق نوح دق نو اتسو نوح شي وقع دام واوي تصوري انتيريو دال سي دوال هوشا دال سي دوال دال دقوا خويل دال ديك شو ما دي ات بول ومسيره نص نوح شي قومنا Digring do that on Nislo do that's way. Дваг бьёх, беж, дваг аж беж, ищешь болча, а мы будем делать все, что мы можем. Все, что мы можем, все, что мы знаем. А так, что мы можем им сказать? Я напишу в личку после эфира. Задавайте вопросы. У нас 8 минут до конца эфира осталось, друзья. И 4-часовой марафон у нас заканчивается сегодня. Ассаламу алейкум. Всем алейкум. Саламу рахматуллахи ва баракату. Итак, друзья, я смотрю, вы уже вопросы не задаете. Видать, вы хотите спать. Завтра надо на работу. Что я хочу сказать вам? Уже историков нельзя остановить через суд. Ой, ваша, судили. Кажется, Бузуртанову административку написали, штрафанули его на 10 000 рублей. Вот. Уже историков.
то, что сделали, он отмазался. А больше кто? А больше никого. Со своего имени, под своим именем, фамилией никто не пишет. Закрытых аккаунтов и так далее. Тачев вообще там намеками завуалированно говорит. Идрис Абадиев никогда и не умел писать, и не пишет. В принципе, он в то время купил эту книгу за бабки и под своим именем выпустил. Вот. Кто еще? Бузуртанов. Ну, я вам сказал про Бузуртанова. Башлам, перед началом твоего эфира один нарниец угрожал тебе с вопросом, что ты будешь делать при смене власти ЧР. Я у него спросил, а что вы не отомстите осетинам? Он сказал, нас спасали. Не отомстите осетинам. И он сказал, нас спасали. Я не видел этого вопроса. Если этот вопрос мне задали, власть поменяется или не поменяется, а что изменится? Я разве властные структуры защищаю? Я здесь говорю о политике, что ли? Нет, я говорю про исторические процессы, это раз. И никогда не думал. Во-вторых, сменится и сменится что? От этого история не меняется. Я буду заниматься, пока здоровье позволяет, могу заниматься историей. Если завтра уже все люди перестанут оттуда лить грязь на нас, оттуда с других мест, там, да, наши соседи, вы вообще не услышите меня больше и не увидите. Я буду заниматься своими делами, заниматься своей историей. Вас вообще и имени, и даже называть не буду. Я очень много эфиров проводил, не называя вашего имени, ничего. Но вы заходите, провоцируете, и потом, когда я отвечаю, без нас он не может. Валлахи, биллахи, таллахи могу. И чихать я не хотел на вас. Мне дела до вас нет. Я чисто по своей, я бы лучше занимался аухом. А остальное мне это уже не важно. Башла Моша у ауховцев Тейпа Салуа есть предание, что они были предками Тейпа Ваштрой. Что думаешь? Я по тейповым преданиям пытаюсь максимально абстрагироваться. Не хочу никого задевать, потому что они разберутся сами. Я не верю в это, честно сказать. В смысле чеченцев спасали? Нет, он угрожает тебе, что ингуши на тебя нападут. Пускай нападают. Они уже давно говорят, спину береги, спину береги. Странно очень. Я думал, позорно говорить, что ты нападешь сзади. Всегда считалось позором на Кавказе делать ТБ сзади. Видать, надо беречь. Мне ауховские братья подарили кинжал. Материчные братья подарили кинжал. Псидахские братья подарили кинжал. Будем обороняться. Борьбу встретим. Кто с мечом придет, тому и так далее, и тому подобное. Цундер. Что столько лет война, бомбили, без еды, голодом нас морили. Я говорю про свое детство, которого не было фактически. И у многих тех, кто мои ровесники, у которых не было этого детства. Не умерли, выжили, воду пили с канала. Татул Чурхемилин, Ладошел, канал Чурхемилин, Хаахаич. Не было чистой воды, не было нормальной еды. Было холодно, дров не было. Кто керосинкой, кто другим, без света, без ничего. Выжили. Все в руках Всевышнего. Поэтому я думаю, что человек, который говорит, я сделаю ТБ сзади или спереди, или из-за чего? Из-за того, что я правду говорю? Из-за того, что я говорю, что мы один народ на самом деле, не нужно грязь лить друг на друга? Или из-за того, что я правду рассказываю, а разве за правду убивают? Тем более за историю.
Тогда, если вы убиваете всех историков, начните с Российской Академии Наук. Езжайте туда, и там самое главное, профессоров, докторов, с них начните, а потом уже дойдете до простых. А я-то никогда и не говорил, что историк в Уйгуре. Просто такой же человек, как и вы, который не любит ложь, который хочет опровергнуть это все, которому надоело ложь из-за этого. Давайте заходите, давайте будем говорить о других вещах. Не про историю, а про культуру. Мне абсолютно нету никакого желания говорить с вами о ваших каких-то проблемах или о ваших негодованиях или о ваших ошибках. Я лучше буду своей историей заниматься. Но если вы делаете, ну тогда придется отвечать. Вы привыкли, что вам все говорить можно, а мы должны молчать. Так нельзя. Так не делается. Шебот ваш да олдах, просто во время включая эфир сообщения, если нужна будет помощь, я приеду со священной водой и с чесноками против норнийцев. Да, Башлам, сзади толпой на одного только шакалы нападают. Башлам, хавош ислам, гулил вашу. Цахуи. Ага, вас ваша. Ислам цейрвел дукханю. Ислам давал дукханю. Могшу дюзел бутын. Шияцан дарбан ванойс. Башлам, не мешай им выдумывать боевики. Это слышу от них с 2000 года. Да я не против, пускай свои боевики рассказывают про себя, но не про нас же. Зачем на нас клеветать? Башлам, просто не принимай близко к сердцу, они это недостойны. Я похож на человека, который принимает что-то близко к сердцу, тем более от них. Ну, я его принимаю. Мне обидно то, что некоторые наши пытаются меня задеть, там, оскорбить каким-то образом. Я никогда в эфире не призывал к каким-либо политическим течениям. Я никогда не любил, когда чеченцев делят на белых там, или красных и так далее и тому подобное. Я за единение моего народа, за единство моей родины. Да, я, честно сказать, в основном чувствую и хочу быть пацифистом, себя чувствую пацифистом. Да, я люблю оружие, люблю все свое родное, но я нисколько не принижаю честь и достоинство других, то, что они делают у себя. Это право каждого человека дано Всевышним Аллахом, чтобы этот человек мог рассказывать своим родным, близким, знакомым, рассказывать нашим потомкам историю, рассказывать о нашей культуре, о нашей географии, о наших реках. Допустим, вот сегодня я поехал к братьям в Урус-Мартан. Так, 2 минуты быстро осталось. Поехал в Урус-Мартан, он полностью там реки на чеченский язык, там карту. 2-3 года человек занимается 3D-картами и так далее. Дал Сиду Алишче. К сожалению, друзья, время наше закончилось. Осталось 1 минута 32 секунды. Масана Дересхил. Огромная благодарность тем, которые задонатили. Баудиснак Эзашка Соду улетел. Всем моим братьям с YouTube канала, с Instagram канала. Ибраим тебе Масан Шундересхил. Если я кого-то обидел, задел, оскорбил каким-то образом, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я ни в коем мере не хотел никого оскорбить и задеть. Я лишь говорю то и рассказываю то, что есть, читаю в книгах и довожу до вас. Мы с вами увидимся, иншаллах рахман, надеюсь, в пятницу, уже более подготовлены, еще больше подготовлены по данному ролику, который там говорил, что чеченцы никогда не жили в башнях. Я отвечу вам и расскажу. Я с вами на связи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.